Ургун Булдыр Хизеплеханазем, Хакла Юлдашсе. Добрый день, дорогие друзья, участники мероприятия. В 2020 году Государственный архив современной истории Чувашской Республики празднует свое 85-летие. В рамках юбилейных мероприятий сегодня проводится межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная значимость архивов. Исторический опыт, современное состояние и перспективы». В конференции принимают участие представители архивных учреждений Чувашской Республики, Республики Татарстан, Республики Марий-Эл и Нижегородской области, а также органов власти, учреждений культуры, науки, ветераны архивного дела и многие другие. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие архивисты из Республики Татарстан, Ульяновской области и руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области, председатель научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа Пудалов Борис Моисеевич. Для открытия мероприятия слово предоставляется исполняющей обязанности министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Каликовой Светлане Анатольевне. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Я вас всех поздравляю с 85-летием. Да, уважаемые гости, я вас всех поздравляю с этой знаменательной датой. Я очень благодарна нашим коллегам из других регионов за то, что они принимают участие в значимом для нас мероприятии. Госархив современной истории является крупнейшим региональным госархивом и обеспечивает сохранность 1/3 документов архивного фонда Чувашской Республики. Здесь сосредоточены архивы истории партийных организаций, органов госвласти, общественных объединений, организаций различных форм собственности, а также личные фонды выдающихся деятелей Чувашской Республики. В фондах-архивах хранятся уникальные документы об образовании и становлении чувашской автономии, документы времен Великой Отечественной войны. И для нас очень важно две задачи. Во-первых, сохранить эти документы для последующих поколений. И второе, использовать эти материалы для того, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, своей республики. Для решения этой задачи сотрудники архива проводят огромную работу. Это и цифровизация документов, это и создание электронных изданий, это и работа со средствами массовой информации для того, чтобы документы интересные, важные, которые раскрывают потенциал республики, потенциал его народа, его людей, дошли до самых широких кругов. Со своей стороны правительство республики оказывает постоянную поддержку деятельности архива. За последние 3 года выполнены работы за счет средств республиканского бюджета на сумму 9 миллионов рублей. Проведены противопожарные мероприятия. Осуществлен текущий ремонт первого этажа зданий, капитальный ремонт автохранилищ. Приобретены автомобиль и оргтехника. В этом году главой Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым поддержана заявка архива на строительство нового архивохранилища. Я уверена, что свой очередной юбилей Госархив встретит с новыми помещениями для хранения архивных документов. Фонды архива достойны пристального внимания. И я уверена, что нас с вами всех ждет новое открытие. От всего сердца еще раз поздравляю коллектив Государственного архива современной истории Чувашской Республики, ветеранов с этой юбилейной датой. Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы и новых творческих достижений. Спасибо. Спасибо, и мы переходим к церемонии награждения. Светлана Анатольевна, пожалуйста. Распоряжением главы Чувашской Республики за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой, памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области» награжден Выкин Анатолий Васильевич, ветеран архивного дела Чувашской Республики.
И, Анатолий Васильевич, вам слово. Добрый день, с праздником, дорогие друзья. Очень приятно получать награду. Я думаю, эта награда не только мне, всем архивистам, потому что это признание работы всех архивов. Я получаю это как руководитель, бывший руководитель архивной службы нашей республики. И поэтому признание не моих заслуг, это всех наших заслуг. Спасибо большое и правительству, и главе нашей республики. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо большое. Всего хорошего. Указом главы Чувашской Республики за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Цыпленковой Валентине Васильевне, начальнику отдела Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Приказом Федерального архивного агентства за многолетний добросовестный труд, активное участие в обеспечении сохранности, комплектования и организации использования документов Архивного фонда Российской Федерации награждена Казеева Светлана Александровна, директор Государственного архива современной истории Чувашской Республики. За многолетний добросовестный труд и активное участие в обеспечении сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, также нагрудным знаком Росархива почетный архивист награждена Петрова Тамара Васильевна, начальник отдела, главный хранитель Фонда Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Благодарность Федерального архивного агентства за многолетний добросовестный труд в области архивного дела объявлена Ивановой Ольге Геннадьевне, главному архивисту Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Почетной грамотой Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие архивного дела награждены Бычкова Анастасия Валерьевна, ведущий архивист Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Никифорова Анастасия Валерьевна, начальник отдела Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Благодарность Министерству культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за добросовестный труд и значительный вклад в развитие архивного дела объявлена Игнатьевой Елене Владимировне, ведущему архивисту Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Благодарность объявлена Максимову Александру Петровичу, начальнику отдела Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Осиповой Анастасии Львовне, главному архивисту Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Урмаковой Надежде Олеговне, ведущему архивисту Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Еще раз поздравляем
Благодарим, Светлана Анатольевна. Спасибо. Просим присаживаться. Для приветствия участников слово предоставляется директору Государственного архива современной истории Чувашской Республики Казеевой Светлане Александровне. Добрый день, уважаемые гости, дорогие ветераны, коллеги. Я очень рада приветствовать вас на межрегиональной научно-практической конференции «Социальная значимость архивов. Исторический опыт, современное состояние и перспективы», посвященной 85-летию Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Хотелось бы рассказать о деятельности нашего архива и об его основных направлениях. Учитывая, что наш архив современный, поэтому и мое выступление будет нетрадиционное. И прошу внимания на экран. Я предлагаю совершить экскурсию по нашему Госархиву современной истории. Структура Госархива представлена 5 отделами и 2 секторами. Мы находимся перед входом в здание Госархива. Заходя в фойе, хочется отметить, что в 2018 году был проведен текущий ремонт помещений. Слева от входа находится кабинет приема посетителей. Сотрудниками отдела справочной информационной работы осуществляется прием посетителей по запросам социально-правового и тематического характера. Для организации эффективной работы по исполнению социально-правовых и тематических запросов за последние годы Госархивом было предпринято ряд мер. В 2015 году была приобретена электронная база данных для регистрации тематических и социально-правовых запросов, учет обращений граждан и организаций, которая позволила ускорить процесс регистрации обращений, улучшила контроль за исполнением запросов и повторным обращением граждан. С 2016 года запущена электронная приемная на официальном сайте Госархива, благодаря которой любой гражданин имеет возможность подать заявление, не посещая учреждения. Помимо этого, для организации эффективной работы по исполнению социально-правовых запросов был налажен защищенный электронный документооборот с управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике посредством программы ВИП-НЕТ. Затем мы попадаем в читальный зал. В читальном зале осуществляется работа по обслуживанию посетителей Госархива, ведущих научно-исследовательскую деятельность, занимающихся поиском сведений биографического характера и по другим интересующим их темам. Здесь проводятся круглые столы и встречи, тематические уроки, презентации виртуальных и документальных выставок, электронных изданий и фотоальбомов с участием представителей государственной власти, творческой интеллигенции, школьников и студентов, широкой общественности, а также основные мероприятия с участием сотрудников, трудовые собрания, производственные совещания и информационные часы. В данный момент в читальном зале представлена документальная выставка к 85-летию со дня образования Госархива. В выставку входят нормативно-правовые документы и фотоснимки, рассказывающие об истории становления Государственного архива современной истории. В августе 1935 года по решению Чувашского обкома ВКПБ был создан единый партийный архив. Архив пополнялся документами областных, уездных, волостных партийных и комсомольских организаций. В 1975 году партархив переехал в специально построенное для него 7-этажное здание с 6 архивохранилищами. В 1991 году в соответствии с постановлением Совета министров Чувашской ССР на базе партархива был образован Центральный государственный архив общественных объединений Чувашской Республики, который стал комплектоваться документами общественных организаций и политических партий, а начиная с 1996 года документами личного происхождения. 15 октября 2004 года постановлением Кабинета министров Чувашской Республики было образовано Республиканское государственное учреждение «Государственный архив современной истории Чувашской Республики». С этого момента Госархив стал комплектоваться документами органов государственной власти и местного самоуправления и документами по личному составу ликвидированных организаций. На основании постановления Кабинета министров Чувашской Республики от 15 июня 2011 года бюджетное учреждение Государственный архив современной истории Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии. Сегодня Госархив является вторым по величине и единственным архивным учреждением в республике, который специализируется на сборе, хранении, а также научном использовании документов по общественно-политической жизни республики XX-XXI веков.
Неотъемлемой частью деятельности Госархива является популяризация архивного фонда. В этой связи сотрудниками Госархива ведется активная работа по созданию электронных изданий, приуроченных к знаменательным историческим датам страны и республики, а также юбилейным датам выдающихся деятелей Чувашии. На сегодняшний момент Госархивом подготовлено 31 электронное издание. Среди них выделяются работы, посвященные победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, знаменательным событиям России и Чувашии, а также приуроченные к юбилейным датам видных представителей различных сфер деятельности, сыгравших весомую роль в развитии Чувашии. В выставке также представлены награды. Госархив ежегодно проводит и участвует в мероприятиях, организуемых органами государственной власти и учреждениями республики. В том числе принимает участие в научно-практических конференциях и научно-исследовательских конкурсах. Данное направление деятельности Госархива отмечено множеством наград и поощрений различного уровня в виде благодарности и благодарственных писем, дипломов и грамот. Затем мы переходим в отдел публикаций научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем. В отделе проводятся работы по популяризации архивного дела, организовываются тематические уроки и обзорные экскурсии со школьниками и студентами. На основе архивных документов готовятся виртуальные и документальные выставки, публикации для изданий периодической печати, теле- и радиопередачи, новостные информации и статьи для официального сайта и страницы в социальной сети Instagram Госархива. Совместно с сектором научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем ведется работа по подготовке видеоматериалов для YouTube-канала Госархива. Проходя по фойе, мы попадаем в приемную, затем в кабинет директора. Справа от приемной находится кабинет заместителя директора по обеспечению сохранности и использованию документов. Продолжая экскурсию по коридору, мы заходим в отдел комплектования и документационного обеспечения организаций. Деятельность отдела направлена на качественное формирование архивного фонда Чувашской Республики. В связи с этим проводится работа по комплектованию Госархива документами органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных организаций, органов местного самоуправления, акционерных обществ, политических партий, общественных объединений, держателей личных фондов и документами по личному составу ликвидированных организаций. Ежегодно принимается около 7 тысяч дел по личному составу. Кроме этого, оказывается консультативная, методическая и практическая помощь организациям, источникам комплектования Госархива. Особое место в деятельности отдела занимает работа с гражданами, держателями документов личного происхождения, одной из форм которой являются встречи и круглые столы. Совместно с сектором научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем проводится работа по созданию устной истории. С сотрудниками отдела ведется работа по заполнению базы данных учреждения источники комплектования, куда входят представительные и исполнительные органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления и организации определенных сфер деятельности, а также частные и некоммерческие организации. На 2020 год в базе данных источников комплектования Госархива числится 186 организаций. Следующим располагается кабинет заместителя директора по комплектованию и формированию архивного фонда. Пройдя далее, мы знакомимся с отделом обеспечения сохранности и учета документов, со входящим в его состав сектором обеспечения сохранности и учета документов по личному составу. Отдел совместно с сектором проводит работу по приему архивных документов на постоянное хранение и их учету. В последние годы на хранение ежегодно поступает свыше 6 тысяч дел. Также отдел проводит работу по мелкому ремонту, реставрации, восстановлению затухающих текстов, проверке наличия и физического состояния документов. Также занимается выдачей и подкладкой дел и их подшивкой. Сотрудниками отдела ведется планомерная работа по выявлению особо ценных документов, а также рассекречиванию дел, с целью которого является введение в научный оборот ранее закрытых документов, хранящихся в составе архивных фондов обкомов, горкомов и райкомов КПСС.
Ежегодно к рассекречиванию готовится более 500 дел. Особое внимание отделам уделяется учетной базе данных «Архивный фонд», куда вводится информация о всех хранящихся фондах, описях и делах. На 1 января 2020 года в базу данных введено более 60 тысяч единиц хранения. Далее мы заходим в сектор научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем. Сектором проводится работа по заполнению тематических баз данных. Фотокаталог, электронно-систематический каталог, распорядительные документы органов власти, справочно-информационный фонд, библиотека. Также проводится работа по научному описанию управленческой документации и документов личного происхождения. Сотрудники сектора обеспечивают обслуживание и пополнение официального сайта, Инстаграма, а также YouTube-канала Госархива. Помимо этого, сектором выполняется работа по разработке дизайна электронных изданий и техническому сопровождению деятельности структурных подразделений Госархива. В 2014 году Госархивом был приобретен планетарный сканер, благодаря которому работа над оцифровкой документов приобрела широкий масштаб. Сектором научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем проводится работа по оцифровке документов, имеющих категорию «особо ценные», для баз данных и для посетителей читального зала по заявкам на сканирование. На 1 января 2020 года в электронный вид переведено 5197 единиц хранения, что от общего объема документов составляет 0,5. Ежегодно оцифровывается более 18 тысяч листов. В 2017 году был приобретен сервер, а в 2019, благодаря республиканской поддержке, Госархивом был приобретен архивный сервер-накопитель на 24 слота оперативной памяти. Архивный сервер-накопитель предназначен для хранения фонда пользования и страхового фонда. Кроме этого, его наличие предполагает в перспективе приступить к приему электронных документов, осуществляя их дальнейшее хранение. Деятельность отдела справочной информационной работы направлена на исполнение социально-правовых и тематических запросов физических и юридических лиц с целью защиты их прав и законных интересов. При исполнении запросов используются документы органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики, местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий города и республики, хранящиеся в Госархиве. Следует отметить, что за последние годы значительно возросло количество обращений физических и юридических лиц в Госархив, что связано с увеличением поступления документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. Если в 2011 году в Госархив поступило более 5000 запросов, то в 2016-2019 годы ежегодно поступало более 12 тысяч запросов. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, мы попадаем в архивохранилище. В здании Госархива имеется 6 архивохранилищ, располагающихся на площади 1827 квадратных метров и вместимостью 800 тысяч единиц хранения. В них хранятся документы ликвидированных и действующих органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления и государственных учреждений, общественных организаций, политических партий и движений, личные фонды граждан. В 2020 году в архивохранилищах был проведен капитальный ремонт. Архивохранилища оснащены средствами охранной сигнализации и автоматической системой пожаротушения. Температурно-влажностный режим в архивохранилищах поддерживается современной калориферной системой. За последние годы в Госархиве значительно увеличилось количество принятых на хранение дел. На 1 января 2020 года в Госархиве насчитывается 4952 фонда. Из них 73 фонда личного происхождения известных политиков, художников, театральных деятелей, композиторов, ветеранов войны, деятелей науки и образования и других выдающихся личностей. В фондах сосредоточено 886 199 единиц хранения. Также на втором этаже размещается менеджер. В ее функции входит размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ по составлению аукционной и конкурсной документации, подготовка и заключение договоров,
сотрудничество с различными организациями. На 7-м этаже здания Госархива располагается отдел информационных услуг. Его деятельность направлена на осуществление работ по упорядочению документов организаций, независимо от их организационно-правовой формы, и оказанию услуг архивной деятельности в целях качественного формирования архивного фонда Чувашской Республики на договорной основе. В связи с этим отделом ведется работа по заключению договоров с организациями по экспертизе научной и практической ценности документов, по формированию и оформлению архивных документов в единицы хранения, дела. В состав работ входят систематизация, подшивка дел, нумерация листов, оформление обложек и формирование связок дел. Итогом упорядочения документов является составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним, написание исторических справок к фондам или дополнений к ним. Отделом регулярно проводится научно-техническая обработка документов таких организаций, как Администрация главы Чувашской Республики, Государственный совет Чувашской Республики, Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики, Администрации города Чебоксары Чувашской Республики, Финансовое управление администрации города Чебоксары и многих других государственных и коммерческих организаций. Одним из основных направлений деятельности Госархива является привлечение внебюджетных средств, которые формируются за счет полученного дохода от исполнения тематических запросов и проведения научно-технической обработки документов и их упорядочения. На 1 января 2020 года Госархивом было заработано 4 миллиона 403 тысячи 112 рублей. Как вы уже заметили, большое внимание руководством Госархива уделяется материально-технической базе. И я, наверное, повторюсь, Светлана Анатольевна, конечно, уже говорила, что благодаря всесторонней поддержке правительства Чувашской Республики за последние годы Государственному архиву современной истории было выделено более 20 миллионов рублей. За счет эти средства позволили осуществить следующие виды работ, такие как капитальный ремонт канализации, текущий ремонт кабинетов, лестничных пролетов, гаража, технического блока, капитальный ремонт помещений архивохранилищ, а также установление системы видеонаблюдения в архивохранилищах и на этажах при входе в архивохранилище. Поэтому, помимо этого были приобретены автомобиль, компьютеры, принтеры, ксероксы, программное обеспечение в читальном зале, и в серверной были установлены кондиционеры. Также при улучшении материально-технической базы привлекались внебюджетные средства, которые мы зарабатываем. В феврале 2020 года у нас в архиве побывал глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев в рамках акции «Народная память. Сохраним победу». Он ознакомился с непростой ситуацией для архива. Загруженность архивохранилищ на сегодняшний день составляет более 85%. И поддержал нас. На 2021 год нам выделены денежные средства на проектно-сметную документацию для проектирования на строительство нового архивохранилища. Но в завершении своего выступления разрешите искренне поздравить ветеранов архивной службы, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление архива, и пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы. Также хочется поблагодарить всех сотрудников за трепетное отношение к истории и архивному фонду Чувашской Республики. Желаю успехов, долгой, плодотворной и творческой работы во благо нашего архива. Спасибо. Спасибо, Светлана Александровна. Ну а сейчас слово в режиме видеоконференц-связи предоставляется руководителю Комитета по делам архивов Нижегородской области, председателю научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа Пудалову Борису Моисеевичу. Борис Моисеевич, если вы нас слышите, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги. Я поздравляю всех участников сегодняшней конференции со знаменательной датой, благодаря которой сегодня в зале собрались представители 3 поколений архивной службы. Я очень рад видеть сегодня на экране и приветствовать наших дорогих ветеранов, тех, кто был нашими наставниками еще в конце 80-х и в тяжелейшие 90-е годы. Анатолий Васильевич Выкин,
которые вместе с моим предшественником Алексеем Павловичем Арефьевым подписывали соглашение о сотрудничестве между архивистами Нижегородской области и Чувашской республики. Это первое соглашение такого рода в нашем Приволжском федеральном округе. Фотография, запечатлевшая момент подписания соглашения, сегодня стала экспонатом в нашем ведомственном музее истории архивного дела. И я очень признателен старшему поколению, которое сумело сохранить и приумножить богатые традиции. Людмила Васильевна Устимова, которая всегда очень тепло принимала нас здесь, в Чебоксарах. Поколение моих современников, с которыми мы продолжаем сотрудничать. Я вижу в зале Галину Васильевну Ертмакову, я вижу в зале дорогого Александра Михайловича Одинцова, директора Государственного архива Республики Марий Эл, и других моих коллег. И, наконец, третье, совсем молодое поколение архивистов, тех, кому предстоит развивать архивное дело, архивную отрасль России и Чувашской республики уже во второй трети 21 века. Надеюсь, они сохранят и приумножат наши традиции. Тема, заявленная межрегиональной научно-практической конференции, на мой взгляд, очень важна и актуальна. Когда речь заходит о социальной значимости архивов, мы справедливо подчеркиваем, что архивы – это важнейший информационный ресурс, позволяющий сохранить историческую память поколений и передать ее следующим поколениям. Но обычно на обывательском уровне представление всплывает исторический архив, хранящий документы далекого прошлого. И крайне редко вспоминают об архивах современной истории, которые хоть и современная, однако тоже история, и тоже ресурс информационный. У бывших партийных архивов был накоплен очень интересный исторический опыт. Возникнув в разных регионах в разное время, но это обычно 20-е и 30-е годы, первоначально партийные архивы были хранилищем документов, к которым крайне редко и по особым случаям обращались либо с практическими запросами представителей различных партийных органов, либо очень немногочисленная группа историков, специалистов по новейшей истории. Их всегда было немного, и сам доступ в партийные архивы был далеко не так прост. После 1991 года вызывавшие большой интерес в обществе партийные архивы открылись для самых разных категорий пользователей, не только для специалистов-историков, но и для всех интересующихся прошлым нашей страны и наших регионов. Но вот тут бурный энтузиазм начала 90-х годов очень быстро сменился охлаждением, потому что обыватель и досужий публицист быстро обнаружили, что в партийных архивах нет жареных фактов, нет золота партии, нет пресловутых голых любовниц Берии, а есть очень структурированная, хорошо организованная система фондов, требующих глубокой специализации для работы с ними и навыков для их изучения. Поэтому современное состояние бывших партийных архивов немножко различается от состава фондов. Если в архивы, как вот в Чебоксарах, архив современной истории включает в себя фонды дел по личному составу, ну, понятно, там конкретный практический интерес. А вот к исторической документации бывших партийных комсомольских архивов интерес только начал формироваться. И я думаю, это связано с тем, что советская эпоха ушла в прошлое, она тоже стала историей, она стала частицей нашей истории, и эта история, чем дальше, тем больше становится востребованной. Это и ретроспектива, попытка осмыслить причины той ситуации, в которых мы оказались в 90-е годы, в нулевые годы. Это, наконец, просто нормальный интерес к прошлому уже столетней давности. Для того, чтобы осмыслить перспективы развития бывших партийно-комсомольских архивов, которые стали архивами новейшей истории, социально-политической истории, современной истории, как в Чебоксарах, для этого надо внимательно изучать формы и методы организации использования архивных документов. Сегодня мы увидели, Светлана Александровна об этом очень хорошо говорила, о
новаторском подходе к использованию фондов и документов архивных по современной истории. Цифровая трансформация, наверное, глубоко коснулась в первую очередь бывших партийных архивов. И это действительно хорошо и интересно. Единственное, я предложил бы все-таки внимательно соотносить, искать разумные формы сочетания электронной документации и показа на выставках, в экспозициях традиционных бумажных документов, потому что по опыту работы знаю, что прикосновение к прошлому бывает гораздо сильнее, когда есть возможность видеть подлинник, оригинал. Но думаю, что дело не ограничивается только цифровой трансформацией и уж тем более только историко-просветительской деятельностью. Да, действительно, сегодня специалисты архива проводят большую работу по изучению и популяризации документов, в первую очередь, может быть, по периоду революции, Великой Отечественной войны, осмыслению сложного периода коллективизации начала 30-х годов. Но высшим пилотажем, наверное, станет это научное изучение, прежде всего, методов археографических, то есть публикации, передачи текстов, документов при подготовке сборников. Вообще издание сборников документов разного профиля – это востребованная в современном обществе форма использования архивных документов. Исторические архивы этим давно и хорошо занимаются. Предстоит то же самое делать архивам современной истории. И, кстати, первые интересные опыты уже есть. И, наконец, еще одно, чем такие архивы были бы не просто интересны, а очень важны, в первую очередь, для исторической науки, а значит и для современного общества. Археографическая мысль – раз, и то, что на языке специалистов называется неография, то есть разработка методов и принципов определения подлинности новейшей документации – и на этом основе доказательства ее достоверности. Сегодня очень часто многие исторические события подвергаются сомнению, потому что мы не готовы и не можем доказать подлинность и достоверность архивных документов новейших. Мы это хорошо умеем делать по документам средневековым. Предстоит понять, как по сортам и видам бумаги, использовавшейся в 20 веке, по лентам пишущей машинки, по вариациям подписей выдающихся исторических лиц доказывать подлинность, атрибутировать документ, датировать его, доказывать его достоверность и доносить его до общества. Я надеюсь, что и поколение опытных архивистов, и поколение молодежи вместе с представителями исторической науки сумеют решить эту задачу. Сегодня плодотворных дискуссий, крепкого здоровья и искренне надеюсь, что на следующей конференции я буду уже участвовать очно. Успехов вам! Спасибо, Борис Моисеевич. Мы вас также благодарим. Эти аплодисменты вам. В настоящее время 186 организаций являются источниками комплектования Государственного архива современной истории Чувашской Республики. В их числе органы власти и государственные учреждения, общественные и коммерческие организации. Слово предоставляется заместителю министра здравоохранения Чувашской Республики Левицкой Ирине Николаевне. Поздравить вас с такой прекрасной датой, с таким прекрасным юбилеем. Желать плодотворной работы дальнейшей. Очень много интересного я услышала сейчас о службе архива. Действительно впечатляет. И разрешите, я зачитаю уже приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об объявлении благодарности министра здравоохранения Чувашской Республики.
за большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю добросовестную работу, объявить благодарность министра здравоохранения Чувашской Республики, коллективу бюджетного учреждения Чувашской Республики, Государственный архив современной истории Чувашской Республики, Министерству культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. Еще раз поздравляю. Спасибо. Слово предоставляется начальнику организационно-правового отдела Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Портновой Светлане Валерьевне. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции, приглашенные и работники архива. Разрешите от лица Министерства цифрового развития и информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, от лица министра Анисия Михаила Владимировича зачитать в ваш адрес приветственные поздравления. Министерство поздравляет вас и ваш коллектив с 85-летием со дня образования Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Во время стремительного развития цифровых технологий не уменьшается важность и значимость архивов. На вас возложены важнейшие задачи по формированию архивного фонда Чувашской Республики, который является бесценной информационной базой. Архивы хранят подлинные уникальные материалы о становлении страны и людях, оставивших яркий след в ее истории. Это бесценное наследие невозможно сберечь для потомков без ваших специалистов, истинных профессионалов, преданных своему делу. Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за многолетнее конструктивное сотрудничество. Примите наши самые теплые поздравления с памятной датой и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть профессионализм, ответственность, инициативность на долгие годы остаются слагаемыми вашего успеха, надежной основой для решения поставленных перед вами задач. Спасибо. Позвольте от себя лично тоже добавить, как человека не совсем постороннего в этой отрасли. Поздравляю вас искренне с этим праздником, с 85-летием. Знаю не понаслышке о вашем трудолюбии, о вашей старательности работников архива. И знаю, что вы никогда не останавливаетесь на достигнутых и ставите для себя все новые цели и задачи. Поэтому хочется пожелать вам их реализации и чтобы ваша работа приносила вам как материальное, так и моральное удовлетворение. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется заместителю главы города Чебоксары, председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Кадышеву Евгению Николаевичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Светлана Анатольевна, Светлана Александровна. Очень приятно присутствовать сегодня здесь на таком знаменательном событии, 85-летие празднования основания такого серьезного дела, как архив, который назван был, как сказал Борис Моисеевич, именно современной историей, о которой мы, как оказывается, много или, может быть, совсем мало знаем. И здесь как раз, вот сейчас, находясь под впечатлением выступления Бориса Моисеевича, хочется все-таки тоже мне вставить маленькую ремарку по поводу того, насколько важен труд ваш и насколько важна та деятельность по сохранению этапов работы наших органов в советское время, как они формировались и развивались. Большой вклад, который все-таки внесли в развитие нашего российского государства, приведя слова известного философа Александра Александровича Арсентьева, по-моему, вот, тоже разволновался, сейчас я на вас смотрю, который был и российским, и советским философом, был долго в эмиграции, приехав обратно, и вот он скончался в 2006 году, сказал, что вся система, которая была построена в советское время, система государственного управления, она была далеко, может быть, несовершенной, но она была очень продуманной и очень разумной. И когда он стал изучать систему государственного управления современной России, сказал, что лучше все-таки той системы, которая была в 70-х годах построена и формировалась и работала, ее нет. Ни в одной стране мира, а он объездил во время миграции много стран, и тем не менее сделал такой вывод. Мне кажется, та вот потребность в
в этих вот документах потребность в формировании новых каких-то форм государственного управления, государственного строительства, партийного строительства, наверное, сейчас на самом этапе развития и будет очень потребной. Работы у вас будет очень много. Не уходя далеко от этой темы, хочу сказать вам большую благодарность и большое спасибо за то, что ваши архивы очень хорошо поработали во время того, когда мы формировали заявку на представление города Чебоксары к такому званию, как город трудовой доблести. Хочу сказать, что действительно заявка была очень высоко квалифицирована, отмечена в Российской академии наук, где под руководством вице-президента РАН, а для нас, людей с учеными степенями, это очень сильно, очень серьезно, и вынесли решение, что те архивные документы, которые вы подготовили, они действительно подготовлены профессионально, подготовлены квалифицированно, они достоверны и имеют большую практическую ценность. И город Чебоксары заслуживает присуждения такого звания, как город трудовой доблести. И такое заключение у нас есть, и такое же заключение было передано в правительство Российской Федерации. Мы теперь ждем решения правительства Российской Федерации по тем документам, которые вы собрали. Большое вам спасибо и низкий поклон за это. Я со своей стороны заканчиваю свое выступление. Хочу поздравить вас и вручить памятный адрес от главы города Олега Игоревича Картунова по в случае вашего 85-летия. Написано много, мелко, я практически ничего не вижу, поэтому я надеюсь, здесь все очень хорошие слова. Светлана Александровна, это вам. Большое спасибо. Спасибо. За работу. А всем удачи, успехов. Спасибо огромное. Слово предоставляется исполняющими обязанности председателя Союза Чувашское республиканское объединение организации профсоюзов Чуваш-Ресовпроф Филипповой Ирине Николаевне. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я, конечно же, присоединяюсь ко всем теплым словам и поздравлениям, которые уже прозвучали в ваш адрес. И от имени Союза Чувашское республиканское объединение организации профсоюзов, конечно же, поздравляю вас с этой замечательной юбилейной датой. Именно вам, работникам архивов, вручены ключи от нашей истории. Хочется выразить свою благодарность за ваше ответственное и добросовестное отношение, потому что, опять же, именно благодаря вам в архивах в полном порядке находятся все факты и истории не только нашей личной жизни, каждого из нас, но и Чувашии в целом. Я желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам радость, моральное и, конечно же, материальное удовлетворение. Будьте счастливы, здоровы и любимы. Спасибо, Ирина Николаевна. А сейчас вам также предстоит приятная миссия, церемония награждения. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи со столетием профсоюза Чувашии почетной грамотой Союза Чувашское республиканское объединение организации профсоюзов Чуваш-Ресовпроф награждены Казеева Светлана Александровна, директор Государственного архива современной истории Чувашской республики. Цыпленкова Валентина Васильевна, начальник отдела Государственного архива современной истории Чувашской республики. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи с 85-летием со дня образования Государственного архива современной истории Чувашской республики почетной грамотой Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации награждены: Иванова Эльвира Анатольевна, ведущий архивист Государственного архива современной истории Чувашской республики. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи с 85-летием со дня образования Госархива современной истории Чувашской республики благодарность Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации объявлена Буславской Евгении Петровне, ведущему архивисту Государственного архива современной истории Чувашской республики.
Константиновой Анне Ивановне, ведущему архивисту Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Поликарповой Алине Анатольевне, заведующему сектором Государственного архива современной истории Чувашской Республики. И еще раз аплодисменты. Спасибо огромное. В этот праздничный день своих коллег с 85-летием поздравляют архивисты из соседних регионов, с которыми сотрудники Государственного архива современной истории поддерживают тесные деловые и дружеские связи. Слово в режиме видеоконференц-связи предоставляется директору Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Пашкину Андрею Геннадьевичу. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемая Светлана Александровна, уважаемые коллеги по архивному цеху, коллектив Государственного архива новейшей истории Ульяновской области от всей души поздравляет вас с 85-летним юбилеем. Хочу сказать, что на сотрудниках бывших партийных архивов всегда лежит очень серьезная ноша, потому что мы с вами храним документы новейшей современной истории и, по сути дела, решающие очень важные документы. Надо сказать, что в настоящее время наибольшей фальсификации, наибольшему искажению каждый раз подвергается именно современный период истории нашей страны. И здесь в противодействии настоящим вот этим попыткам фальсификации встают специалисты архивов современной истории, архивов новейшей истории. Нам с вами приходится выполнять достаточно специфическую работу, которая связана с рассекречиванием документов. Нам с вами приходится понимать всю структуру партийного делопроизводства для того, чтобы знать, где как лежат сведения. Поэтому каждый специалист архива современной истории необычайно ценен для Российской Федерации. Я хочу вам пожелать в год вашего 85-летия плодотворной работы. К сожалению, реалии, в которые нас сегодня ставят ограничительные меры, не позволили делегации нашего учреждения посетить вас. Но я надеюсь, что в скором времени вся волна коронавирусной инфекции пройдет, и мы вновь в офлайн формате будем работать вместе. Я хочу вам пожелать крайне успешной работы по продвижению историко-документального наследия Чувашской Республики. Полагаю, что нас ждет много совместных и интересных проектов, потому что мы соседствуем, да и всегда очень хорошо и удачно работаем вместе. Ну а все наши подарки, публикации и в том числе копии интересных документов, которые, полагаю, будут вам полезны, мы пришлем вам по почте. Спасибо вам огромное, удачной работы конференции. Спасибо вам. Слово предоставляется директору Государственного архива Республики Марий Эл Одинцову Александру Михайловичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите, мы вместе с Татьяной Николаевной Денисовой, моим заместителем, сегодня приехали к вам, чтобы поздравить и принять участие в таком важном и знаменательном и для нас, марийских архивистов, событии. Ну, конечно, хотелось бы сказать многое в немногих словах, и, в принципе, здесь уже коллеги отмечали важные моменты деятельности в целом архивной службы, и в том числе специфику работы именно архивов современной истории или новейшей истории. Вот в нашей республике Марий Эл фонд документов бывшего партийного архива находится в составе документов нашего государственного архива, и поэтому мы прекрасно понимаем и трудности, и вызовы, которые сталкиваетесь вы в вашей работе. Безусловно,
освещение истории советского периода немыслимо без партийных документов, потому что партия в то время действительно была руководящей, направляющей силой. И поэтому без изучения именно вот партийных документов, партийных советских органов невозможно объективно и четко представить ту историю. И это действительно накладывает особый отпечаток и особую ответственность на нас, на архивистов. Но не будем растекаться мыслью по древу, перейдем к цели нашего визита. Мы себя, марийские архивисты, считаем самыми близкими вашими соседями и друзьями. По прямой, я уже несколько раз говорил, между нашими столицами ровно 100 километров. Вот ровно мы засекали по навигатору 100 километров. Вот от центра Эшкаралы до центра Чебоксар. Поэтому мы ваши самые близкие соседи и, уверен, входим в число ваших лучших друзей. Мы также очень ценим и наши профессиональные связи, человеческие связи. Всегда стараемся принять участие, когда нас приглашают. Благодарны, очень сильно вам благодарим, когда вы к нам приезжаете в гости, принимаете участие в наших мероприятиях. И, безусловно, мы общаемся, дарим друг другу общение и опыт своей работы. Как положено, конечно, мы тоже составили приветственный адрес. Вот здесь теплые слова и наилучшие пожелания все мы написали. Благодарим вас и с благодарностью вручаем вам приветственный адрес и от нас небольшой подарок от архивистов. Успехов, всего вам самого доброго. Спасибо большое. Спасибо. Своих коллег с юбилеем, конечно же, спешат поздравить коллеги-архивисты Чувашской Республики. Слово предоставляется директору Государственного исторического архива Чувашской Республики Ертмаковой Галине Васильевне. Добрый день, уважаемые коллеги, Светлана Анатольевна, уважаемая, Светлана Александровна, ну, Евгений Николаевич наш. Что, конечно, хочется в первую очередь поздравить 85-летие, конечно, юбилей такой вроде как и немного для архивистов, но а для граждан, для посетителей, для исследователей, для ученых, конечно, ведь не только 85 лет храним документы, но и за ранние годы. Но я, хотя и вот вам исполняется больше, чем нам, я все-таки от имени наших архивистов хочу еще раз и поздравить, и поблагодарить коллектив именно Государственного архива современной истории. Как Борис Моисеевич уже отметил, да, очень приятно видеть и наших коллег, наших наставников. Это в первую очередь, конечно, Анатолий Васильевич Выкин, Владимир Глебович Ткаченко. Ну и приятно, что сегодня живы. То, что вот я, например, с 98 года вплотную работаю, можно сказать, именно с этим архивом, и директора, такие учителя были, это Зотик Леонидович Ильин, вот у него можно было учиться, вот как себя вести, конечно, они ведь руководили или в тех структурных подразделениях работали, в комсомольских и пионерских организациях, начиная с пионерских организаций, ну и, конечно, руководили, можно сказать, республикой. Это и Надежда Федоровна Григорьева, Уткина Елена Георгиевна. Конечно, это вот бесценное богатство, вот, душевное богатство, человеческое. Вот они нам передавали. И мы таким образом учились у них. Но сейчас уже мне приятно сегодня то, что... Но она считает, не считает, Светлана Александровна, меня, например, учителем. Но вот это, когда видишь своих учеников, что вот чего-то добиваются и что на самом деле руководят именно вот архивом современной истории, Государственным архивом современной истории, мы сегодня, как старинный архив и коллектив, мы учимся у этих молодых специалистов. Мы очень рады, что именно в ногу со временем идем. И между тремя государственными архивами Чувашской Республики нет конфронтации.
Это самое главное, я думаю, в нашей работе, не только в нашей, но и вообще и в республике, в стране и во всем мире. Конечно, нужно понимать и поддерживать. Это ведь сегодня не только 3 государственных архива, еще 25 муниципальных архивов. Вот приятно, что в день юбилея или в день конференции наши коллеги из архивов муниципальных, из районов приехали поздравить именно вот коллектив. Это вот одна семья. И мы тоже, когда мы вошли в состав Министерства культуры, не стало, скажем, нашего своего Государственного комитета по делам архивов Чувашской Республики, ну, немножко растерялись. Но, тем не менее, мы сегодня благодарны, что нас финансируют, нас поддерживают, наши проблемы решаются, наши проблемы. И мы изучаем или, выезжая в другие регионы, перенимаем опыт работы наших коллег и стараемся, конечно, применить именно в нашей отрасли. Мы очень благодарны, что, да, на самом деле площадей не хватало. Только в 2017 году мы открыли трехэтажное здание. Сегодня мы полностью используем это здание. Ну и приятно осознавать то, что сегодня уже ведется, это очень огромная работа, большая работа, ответственная по именно подготовке проектно-сметной документации нового архивохранилища. Ну, архивисты знают, все понимают, это какой труд. Ну и вообще, конечно, строительство такое дело, можно сказать, трудное. Но и мы очень, конечно, на самом деле благодарны и главам республики, это и правительству, что поддерживают. И, конечно, наше министерство, когда мы обращаемся, всегда вот я, например, могу сказать, решая иногда, ну, не иногда, важные вопросы, когда называю из архива, хотя меня и не видно, маленькая такая, тем не менее все признают, и мы решаем вопросы. За это, конечно, очень благодарна нашему министерству и нашему правительству, что именно и есть еще возможность повышать квалификацию. Вот сегодня нас курирует, ну, конечно, и Татьяна Васильевна очень много сделала для продвижения, можно сказать, архивной отрасли. И сегодня нас курирует Надежда Ивановна Павлова. И мы очень рады, что она уже вниклась или интересуется нашими делами, и главное, легко решать наши проблемы, проблемные вопросы. За это очень благодарна. И, конечно, нашим коллегам учреждений подведомственных, учреждений Министерства культуры. Это тоже нам не нужно ходить сегодня. Вот мы в таком замечательном зале проводим вот мероприятие. У нас нету проблемы, где проводить, с кем проводить. И очень мы вот мероприятия проводим, конечно, совместно. Вот Ирина Петровна не даст, да, вот поддержит, что и выставки мы готовим совместно. Вот буквально 2 недели тому назад мы провели вот такую выставку, показали, конечно, и молодым, и старшему поколению, как работать и чем мы располагаем. И также и с другими учреждениями, именно вот подведомственным Министерству культуры. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, юбилейный день, год, без подарков не приходят. Это вот первыми мы, конечно, преподнесли именно Евгению Николаевичу, потому что это вот наш коллектив, такой вот 6-томник по истории города Чебоксары, к 550-летию именно нашего города, мы вот такой сборник документов подготовили. Но новшество в том, что если мы раньше готовили в наших стенах или на
основе наших документов, а тут нашло отражение и документы Российского государственного архива древних актов. Это при поддержке, конечно, Росархива. Ну и, конечно, этот год у нас юбилейный. Именно к столетию нашей любимой республики мы подготовили также такой уникальный, можно сказать, в своем роде, уникальное издание «История Чувашского края в уникальных архивных документах». Чем это уникально? Это, знаете, документы тоже также отражены или нашли место в этом сборнике. Документы государственных архивов, региональных и федеральных архивов. В том числе, конечно, много документов из вашего архива. Спасибо за все, что вы храните и делаете добро людям. Спасибо. Так держать. Спасибо, Галина Васильевна. Слово предоставляется директору Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной кинодокументации Абдюшеву Андрею Николаевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад сегодня присутствовать на этом мероприятии, поздравить своих коллег, рад видеть своих коллег из других регионов, Александр Михайлович, ветеранов, своих учителей, Владимир Глебович, Анатолий Васильевич, действующих работников тоже архивной службы. Тут тоже есть мои учителя, Валентина Васильевна, которые мне активно помогали, потому что я свою архивную деятельность начинал как раз в этом архиве, в отделе Валентины Васильевны Цыпленковой. Спасибо вам большое всем. Перехожу к поздравлениям. Я поздравляю этот архив от имени нашего молодого архива. Наш архив самый молодой, но при этом он самый первый электронный архив России считается. Вот, поздравляю вас с такой большой датой. Уже вот больше 85 лет вы отдаете себя полностью служению Родине, сохранению памяти, документов, сохранению архивного фонда Чувашской Республики. Уже было сказано, что этот архив является ведущим архивом в республике, который хранит историю, хранит документы общественно-политической жизни республики. Тут уникальные документы в этом архиве есть. Это и коллективизация, это и героизм нашего народа, народов Чувашии в Великой Отечественной войне. Это и гражданская война. Это целый пласт истории, который действительно занимает огромное место в архивном фонде нашей республики. Нелегкий путь прошел этот архив, но именно я думаю, что благодаря профессионализму, высокому профессионализму этого коллектива вы заняли достойное место в архивной системе нашей республики. Не только республики, но и России. Потому что я знаю, что архивы Чувашии, в том числе и наш архив современной истории, Государственный архив современной истории, всегда занимал призовые места в федеральных конкурсах Федерального архивного агентства. От имени наших коллег я еще раз вас поздравляю, желаю вам процветания во благо нашей республики, здоровья вашему коллективу, вашим семьям. Тут есть традиционно у нас приветственный адрес, который я хотел бы вручить, Александровна. Ну и небольшой презент от нас. Спасибо огромное. Что вы нас приглашали на чай. Хорошо. Спасибо. 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 Сотрудниками Государственного архива современной истории Чувашской Республики налажено сотрудничество в сфере архивного дела с организациями из разных сфер ведения хозяйственной деятельности. Это и экономика, и медицина, и культура. Некоторые из них пришли поздравить Государственный архив современной истории со знаменательной датой. Слово предоставляется директору мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Тукмакову Александру Николаевичу. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Добрый день, архивисты. Добрый день, Светлана Анатольевна, Светлана Александровна. Прежде чем начинать поздравления, я рад, вместе со мной, мне в поддержку вышла и Ирина Петровна. Я не буду зачитывать поздравительный текст, потому что там самые теплые слова и наши отношения
к вам, к вашей работе. Но хочу обратить внимание, фон этого текста. Здесь наши герои-космонавты, 3 космонавтов Чувашии, и мы в фоне написали «Чувашия космическая». И вот как раз в сохранении памяти и поиске других новых исторических фактов об этих наших знаменитых космонавтов, конечно же, и работает, и она находится в ваших, может быть, в полках еще очень много-много фактов, которые нам очень нужны для музейной работы. И пришел я, конечно же, не пустыми руками. Хочу пополнить вот в полки фонды нашего знаменитого героя космонавта номер 3 Андрея Григорьевича Николаева. И в комплект фотографий, который недавно к нам поступило от современника, фотокорреспондента Хрупова Анатолия Васильевича, который имел доступ нашим космонавтам, объектам космической отрасли. Прежде всего, это центр подготовки. Ценен эта фотография еще тем, здесь 60-е годы, во время подготовки очень таких напряженных подготовок к полетам космоса, они отдыхают в Подмосковье в такой непринужденной обстановке, где, осматривая эти фотографии, можно наших космонавтов видеть в совершенно другом качестве. А вот, например, Андрей Григорьевич, мы знаем, что из официальных, из воспоминаний, из кадров, официальных кадров, да, которые он приезжал много раз, он железный человек, железным стальным характером, а вот здесь он душа коллектива, веселый и жизнерадостный, и самое главное, то традиции, которые мы сейчас показываем об Андрея Григорьевиче Николаеве, здесь он для всего коллектива отдыха готовит уху. И лучше него уху никто не варил. Здесь, конечно же, космонавты наши знаменитые, и Леонов, и Быковский, и Волынов. И здесь мы видим, что Андрей Григорьевич был любимым мужем, любимым отцом своей дочери, потому что они вместе, здесь как раз 2-летняя Елена вместе с ними отдыхает, и другие люди, которые работали вместе с ними в центре подготовки. Вот эту папку хочу подарить вам. Огромное спасибо. Эти фотографии пополнят личный фонд нашего летчика-космонавта Андрея Григорьевича Николаева. Также наш сборник «Наследие героев», который мы выпустили в рамках юбилейных мероприятий столетия автономии. Спасибо. И высказать вам огромное большое спасибо за ту помощь в организации, комплектации наших документов. Ежегодно приезжайте к нам. Мы благодарны Валентине Васильевне, что оказываете нам помощь не только в комплектации документов, и еще, как правильно организовывать нашу работу по работе с документами, важными, интересными документами. Спасибо огромное. Спасибо. Удачи вам, здоровья всему вашему коллективу. И спасибо большое. Спасибо. Коллеги, я тоже присоединяюсь, но я хочу сказать еще очень важную вещь. Музеи, вот как было уже сегодня сказано, музеи не могут ни одну выставку построить без архивов. Вот это вот однозначно, потому что, ну как, вот мы же не все храним, у нас, конечно, есть, но для полноты передачи ситуации, личности мы всегда обращаемся во все наши 3 архива. И вы знаете, тоже, наверное, повторюсь, меня очень радует ситуация, что всегда идут навстречу. Мы иногда, вот у меня есть научный сотрудник, который приходит в исторический или в архив современной истории, когда готовит свою выставку, у него там на 2 листах бывает, что ему надо, в электронном виде, чтобы распечатать. Вот. И были случаи, когда мы сами приходили, но сейчас оборудование у всех хорошее, и спасибо архивистам, они соглашаются. Я знаю, что у них тоже есть финансовый план, но вот у нас так сложилось, наверное, спасибо работникам министерства, действительно, что мы, работая в одном ведомстве, друг другу помогаем и не выставляем какие-то счета, которые
наверное, можно было бы выставить. Поэтому, а документы бывают очень серьезные, и без них выставка не выставка. Поэтому огромная благодарность за нашу совместную работу. Ну, и для интереса мы работаем, конечно, и с другими архивами. Например, при издании, я вам вот его сейчас подарю, при издании этого каталога к выставке «Отмеченная зима» мы воспользовались и архивами исследовательского центра Восточной Европы при Бребеневском университете. Я думаю, что архивисты оцените. Это Германия, русский архив Лидского университета, Великобритания и частные архивы Бруни и Ворошильской. То есть спасибо вам, потому что без вашей работы наши издания, наши выставки никогда не смогут быть полноценными. И хочу вам пожелать, чтобы у вас документы не портились, условия хранения всегда были хорошими, сотрудники трудолюбивы, и вы нас, посетители, любили. Здоровья. Слово предоставляется начальнику управления организационными вопросами публичного акционерного общества «Химпром» Волковой Екатерине Валерьевне. Добрый день. Уважаемая Светлана Александровна. Сердечно поздравляем вас и весь ваш прекрасный коллектив с 85-летием основания вашего государственного архива современной истории. От имени коллектива ПАО «Химпром» хотим выразить огромную благодарность за стойкость и преданность своей работе и защите интересов граждан. Пусть ваша государственная деятельность всегда будет ярким примером умения жить и работать во благо людей Чувашии. Мы гордимся сотрудничеством с вами и от всего сердца желаем вам успехов, мира и благополучия, веры в себя и делу, служению которому вы посвятили свою жизнь, крепкого здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. Пусть этот год станет годом старта новых успешных проектов и точкой отсчета очередного этапа развития. И отдельная благодарность мы бы хотели выразить еще своему куратору Цыпленковой Валентине Васильевне, которая всегда с нами сотрудничает, поддерживает и оказывает нам любую методологическую помощь. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Архивисты Чувашии всегда с благодарностью и уважением вспоминают тех, кто посвятил свою жизнь развитию архивной отрасли республики, передал опыт нынешнему поколению. Слово предоставляется ветерану архивного дела Устимовой Людмиле Васильевне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие гости. Я рада приветствовать вас со знаменательным событием 85-летием со дня образования Государственного архива современной истории. Сегодня еще раз хочется вспомнить период становления именно Госархива современной истории, который начал функционировать с 1 января 2005 года как юридическое республиканское государственное учреждение. Перед руководством Госархива стояла задача, чтобы из 3 подразделений бывшего Госкомархива, Госархива общественных объединений, Госархива социально-правовой документации и Республиканской службы формирования архивного фонда создать один сплоченный коллектив и выполнить задачи, поставленные перед Госархивом. Это направление формирования архивного фонда. Сюда входит прием документов от государственных органов государственной власти, общественных организаций и политических партий. Всего в списке источников комплектования в начале Госархива было 200 организаций. А также сюда должны были передаваться документы по личному составу ликвидированных организаций. Второе направление – это обеспечение сохранности их принятых дел. И третье направление – использование документов архивного фонда и удовлетворение запросов граждан по социально-правовым вопросам. Благодаря первому директору Госкомархива, ветеранам архивного дела, которые все помогали. Первый директор у нас был Анатолий Николаевич Сергеев. Нам удалось создать такой коллектив
И все поставленные перед нами задачи были выполнены. Светлая память ему. Его среди нас нет. В 2005 году была принята такая республиканская целевая программа «Культура Чувашии 2006-2010 годы». Реализация мероприятий под программой развития архивного дела Чувашской Республики нам позволило усилить позитивные тенденции повышения уровня безопасности архивных фондов и материально-техническую базу Госархива. С самого начала работы Госархива Госархив тесно работал с управлением Пенсионного фонда Российской Федерации Чувашской Республики. Между Госархивом и учебным заведением среди них Чувашский госуниверситет имени Ильи Николаевича Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, Чебоксарский планово-экономический колледж были заключены договора о сотрудничестве. Выпускников этих учебных заведений принимали на работу в наш архив. Постепенно старые специалисты, передавая свой опыт, уходили на заслуженный отдых. Молодые специалисты активно внедряли свои полученные знания, принимали новые в работе архива. Прививали новые в работе архива. Говоря о кадрах, хочется сказать, что в архивах работают не случайные люди, а только те, которые очень преданы своему делу и уверены в завтрашнем дне. Директор Госархива Светлану Александровну Козееву архив вырастил тоже в своих стенах. Мы, ветераны, приветствуем ее назначение в этот юбилейный год руководителям и желаем дальнейших плодотворных успехов в работе. Разрешите в этот знаменательный день еще раз поздравить всех работников и ветеранов Госархива и сказать большое спасибо тем, кто помогал становлению Госархива таким, какой он есть сегодня. Мне посчастливилось работать в этом архиве 10 лет. И свои 38 лет отданных архивной отрасли именно архив современной истории. В этом архиве очень молодые сотрудники и очень небегаемые указывают воспитание. И чтобы у вас всегда были цветы. Спасибо большое. Я очень рада, что вы стали директором. Спасибо. Коллектив не подведет, и вы не подведете. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Людмила Васильевна. Мы в вашем лице поздравляем всех ветеранов архивного дела. Еще раз аплодисменты. Здоровья вам. В зале присутствуют представители муниципальных архивов, которым Госархив оказывает методическую помощь. Слово предоставляется директору Алатырского районного архива Шиблевой Ольге Анатольевне. Добрый день. Добрый солнечный день, дорогие друзья, нашего самого современного, несмотря на 85-летие, из всех современных архивов, нашего любимого, с юбилеем мы поздравляем, и мне поручена почетная миссия от архивистов муниципальных архивов поздравить с этим событием. Уважаемая Светлана Александровна, ну подойдите уж сюда. И не за мной, я вот здесь рядом. Хорошо. Дорогие коллеги и друзья, по случаю знаменательного события 85-летия Государственного архива современной истории Чувашской Республики примите наши самые теплые и сердечные поздравления. Нам очень приятно, что на протяжении многих лет, а я вот уже 11 лет вместе с вами, это много, нас связывает плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопонимании, стремлении к совместному решению задач по комплектованию и обеспечению сохранности архивных документов, содержащих многолетнюю историю нашей республики. Архивисты, словно художники, создающие портрет эпохи, который востребован во все времена и необходим нашим потомкам. Спасибо за ваш кропотливый труд, за скрупулезное внимание к деталям, за любовь к своему делу.
современный, будь современным во всем. Желаем больше креативных идей, успехов в реализации самых смелых проектов в научной и просветительской деятельности. Пусть и впредь не иссякает ваша энергия на архивном поприще. Ну и зная гостеприимность нашего современного архива, а мы дальше, чем Мариэл, находимся, да, нас уж никогда не отпустят просто так, мы решили с архивистами так. Чайничек наш, а кипяточек ваш. Поздравляем, примите подарочек. Спасибо огромное. Спасибо большое. Огромное спасибо нашим муниципалам. Спасибо. Спасибо. В прошлом году в Государственный архив современной истории Чувашской Республики на хранение поступили документы личного происхождения Ильи Михайловича Юрьева, народного художника Чувашской Республики, лауреата Государственной премии имени Константина Иванова, почетного гражданина города Чебоксары, и Михаила Ивановича Немань Юрьева, заслуженного работника культуры Чувашской ССР, поэта, драматурга, литературного критика, библиографа, журналиста-переводчика. Архивистами было проведено упорядочение документов. В зале присутствует вдова Ильи Михайловича Галина Алексеевна. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый президиум, уважаемые дамы и господа, друзья, бесценные работники архивного дела, трудолюбивые, потрясающие люди, которые этим кропотливым трудом занимаются от всей души, и благодаря их труду мы имеем и сохраняем ту вечную память, которую творят наши люди, наши не только само государство, но и отдельные личности, в том числе одним из таких деятелей культуры был Илья Михайлович Юрьев, наш незабвенный создатель, автор герба и флага Чувашской Республики, герба города Чебоксары и много-много чего другого, потому что работал во многих областях изобразительного искусства, и в этих областях он оставил просто очень большой след. И вот большую часть архива наша семья передала в архив современной истории, которому в этом году исполнилось 85 лет. Но по такому почти совпадению, в следующем году Юрьеву Илье Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Неполный этот архив, конечно, я считаю, что мы его пополним еще, потому что материалов еще очень много. И я думаю, что они будут еще, может быть, даже более востребованы, потому что, наверное, касаются многих личностных, так сказать, сторон жизни человека, этого большого художника. И одновременно, поскольку здесь высокое собрание, я бы хотела отметить, что в следующем году 85-летие его, конечно, надо бы, наверное, все-таки достойно отметить эту дату юбилейную Юрьева Ильи Михайловича. Вот это я обращаюсь ко всем, чтобы это было как-то услышано, потому что очень много изменений сейчас и в правительстве, во всех органах, поэтому эта дата опять очередной раз может уплыть, и хотелось бы это заострить внимание. Вовсе не потому, что, так сказать, я вдова, считаю, что все-таки он очень достойный человек и очень достойный сделал вклад в культуру изобразительного чувашского искусства. И одновременно хочу вас, Светлана Александровна, я хочу вас пригласить, я хочу вам вручить в дополнение еще одну папку с документами, еще одного выдающегося человека, композитора Новоселовой
Людмилы Алексеевны, которая здесь в течение 20 лет работала, но по причинам уже 30-летней давности была вынуждена уехать в Москву. Она закончила жизненный путь там. Но до сих пор ее здесь как композитора, как преподавателя очень многие помнят, очень многие ценят, в том числе, например, Казаков, знаменитый наш Николай Нилович, сами знаете, да? Вот, один из ее учеников, ну и много других, которых я не буду перечислять. Часть этого архива уже была передана, она у вас находится, ну, в становлении, так сказать, в обработке, я как понимаю, да? И вот еще дополнительно к этому в этот день все-таки считаю очень необходимым пополнить ваш архив. Спасибо Вот, большое, Галина Алексеевна. вот я, Спасибо поскольку огромное. я этих людей знала лично сама, вот человек, если вот это уж короткая история Новоселова Людмилы Алексеевны, она закончила консерваторию в Казани по 2 классам, по классу фортепиано и классу композиции, очень теоретик, очень большой, у нее очень много симфонических произведений, часть произведений, значит, я вот передала в руки Яклашкину, для, может быть, для исполнения его оркестром. Там очень, вот, но эти, я не знаю, какие именно вам пригодятся как в архиве, но вы сами оцените их значимость, их необходимость. И я думаю, что это будет достойным вкладом именно нашей памяти об этом человеке, который в течение 20 лет неустанно здесь, не покладая рук, вообще говоря, очень заинтересованно работал. Но по причине того, что поднялась тогда вот волна национализма и сказали, если в апреле месяце сказали или в мае, там, что вот в сентябре начнешь преподавать теорию музыки, сольфеджио и так далее, да, на чувашском языке, в общем, ну вот был такой прессинг, в результате которого, вот я призываю, чтобы этого у нас не было все-таки. У нас всегда была очень дружная, национальная, без национальных конфликтов республика, и поэтому в знак вообще памяти вот этого хорошего композитора, творчество которой было оценено и Эшпаем, с которым она дружила, и Мстиславом Ростроповичем. Это тоже эти имена, которые много значат. Вот Спасибо я большое, вам... Галина Алексеевна. Мы обязательно проведем экспертизу и примем на Извините за многословие. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз аплодисменты. Поздравим коллектив Государственного архива современной истории Чувашской Республики с 85-летием. А на этом торжественная часть подошла к концу. Объявляется перерыв на кофе, паузу. Можно пообщаться, пофотографироваться. Общая фотография, сказали, будет на улице. И через несколько минут мы продолжим свою работу. Деятельность отдела комплектования и документационного обеспечения организаций направлена на качественное формирование архивного фонда Чувашской Республики. В связи с этим проводится работа по комплектованию Госархива документами органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных организаций, органов местного самоуправления, акционерных обществ, общественных объединений, политических партий, держателей личных фондов и документами по личному составу ликвидированных организаций. Отделом проводится ежегодная паспортизация архивов организаций, источников комплектования Госархива в соответствии с регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Один раз в 3 года составляется паспорт с обобщенными показателями государственного учета архивных документов об объеме фондов и состоянии обеспечения сохранности документов в этих организациях. По состоянию на 9 января 2020 года в списке источников комплектования Госархива значится 186 организаций. В
В соответствии с законодательством об архивном деле заключены соглашения о взаимоотношениях и сотрудничестве. Согласно соглашениям, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти передают документы на хранение в Госархив на безвозмездной основе. Документы ликвидированных организаций передаются на хранение в Госархив также на безвозмездной основе. Договор заключается только на проведение работ по упорядочению документов. Отдел комплектования организует и координирует работу организаций источников комплектования Госархива по подготовке и внедрению типовых и примерных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и экспертных комиссиях, других нормативно-методических пособий по вопросам работы с документами. Также оказывает консультации ликвидирующимся организациям, не являющимся источниками комплектования Госархива, по вопросам упорядочения документов по личному составу и организует работу по их передаче в Госархив. В среднем в год проводится 300 консультаций. Специалистами отдела проводятся комплексные, тематические и контрольные обследования. В ходе комплексного обследования всесторонне обследуется ведение делопроизводства, обеспечение сохранности документов на стадии временного хранения, их использование, деятельность экспертных комиссий. Комплексное обследование проводится в среднем раз в 3-5 лет. Изучается качество подготовки и оформления документов, ведение номенклатуры дел, качество научно-технической обработки документов, организация учета документов и дел в архиве организации, соблюдение правил их выдачи во временное пользование. Тематические обследования проводятся в целях изучения постановки делопроизводства и условий хранения документов, как правило, в 3 направлениях. Документирование управленческой деятельности и качество подготовки и оформления документов, внедрение инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел, обеспечение сохранности документов, находящихся на временном или постоянном хранении. По результатам обследований составляется справка, в которой даются предложения по устранению недостатков и рекомендации по совершенствованию работы с документами. Через определенный срок проводится контрольное обследование организации для наблюдения за выполнением рекомендаций, высказанных в ходе предыдущего обследования. После контрольного обследования может составляться справка или информация. Сотрудники отдела принимают участие в проверках по вопросам работы с документами, организуемых Минкультуры Чувашии. Специалисты отдела составляют заключения на описи, номенклатуры дел, акты о необнаружении и о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, выносят их на утверждение или согласование ЭПК Минкультуры Чувашии или МК Госархива. Особое место в деятельности отдела занимает работа с гражданами, держателями документов личного происхождения. Одной из форм таких взаимоотношений являются встречи и круглые столы, проводимые с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами архивного дела, комсомола, партии, спортсменами, представителями творческой интеллигенции, художниками, режиссерами, народными и заслуженными артистами театров, поэтами, музыкальными деятелями и другими лицами. Совместно с сектором научно-справочного аппарата проводится работа по созданию устной истории и инициативному документированию значимых событий и фактов социально-экономической и культурной жизни республики. Деятельность отдела публикаций и входящего в его состав сектора научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем направлена на популяризацию архивного дела и документов, хранящихся в Госархиве, на создание необходимых условий для поиска и использования документов как сотрудниками Госархива, так и пользователями архивной информации.
С целью освещения региональной и отечественной истории отделом выполняется целый комплекс мероприятий по использованию документов Архивного фонда Чувашской Республики, который реализуется при участии представителей государственной власти, творческой интеллигенции, школьников и студентов, широкой общественности. Ежегодно организовываются тематические уроки на тему чувашской государственности, Великой Отечественной войны, космоса, жизнедеятельности известных личностей, которые проходят как в самом Госархиве, так и с выездом в учебные заведения и в другие учреждения. Проводятся обзорные экскурсии по архивохранилищам с демонстрацией архивных документов, презентации виртуальных и документальных выставок, электронных изданий и сборников документов по региональной и отечественной истории, по жизнедеятельности известных личностей. При этом традиционными стали дни открытых дверей, во время которых школьники и студенты знакомятся с профессией архивиста и с деятельностью Госархива. Мероприятия освещаются в средствах массовой информации. Кроме этого, отделом ведется работа по подготовке телесюжетов для республиканского и федерального телевидения, радиопередач, в том числе и в формате циклов. Например, цикл радиопередач «Без памяти нет истории», «Без истории нет культуры», посвященный деятелям культуры, науки, искусства, политики и других областей, личные фонды которых хранятся в Госархиве. В республиканских и районных изданиях периодической печати публикуются статьи и подборки документов. Отделом также ведется деятельность по обеспечению новостными информациями и статьями официального сайта и страницы в социальной сети Instagram Госархива, по подготовке совместно с сектором видеоматериалов для его YouTube-канала, которые до размещения проходят обязательный монтаж. Особое внимание уделяется работе по обслуживанию посетителей читального зала, ведущих научно-исследовательскую деятельность, занимающихся поиском сведений биографического характера и по другим интересующим их темам. Деятельность сектора ориентирована на создание необходимых условий для поиска документов и информации, содержащейся в них, а также техническое сопровождение работы отдела и других структурных подразделений Госархива. Сектором ведется работа по научному описанию управленческой документации и документов личного происхождения, усовершенствованию и переработке описей дел фондов. Осуществляется деятельность по оцифровыванию документов, имеющих категорию «особо ценные», для посетителей читального зала по заявкам на сканирование, при подготовке виртуальных выставок и электронных изданий, иной работе. Также проводится инициативное фото- и видеодокументирование мероприятий, организуемых Госархивом и значимых событий в его жизни с дальнейшей их записью на электронные носители и научным описанием для включения в фонд архива. Сектором осуществляется программирование виртуальных выставок и электронных изданий и их веб-дизайн, который не повторяется и по-своему уникальный. Также выполняется работа по информатизации Госархива, в частности посредством ввода информации в следующие базы данных: фотокаталог, электронный систематический каталог, распорядительные документы органов власти, справочно-информационный фонд, библиотеки. Кроме этого, проводится техническое сопровождение при проведении мероприятий, обслуживание официального сайта Госархива, его компьютерного парка и оргтехники. Деятельность отдела справочно-информационной работы направлена на защиту конституционных прав граждан для социального обеспечения по старости и инвалидности, подтверждения квалификаций и льгот, на обоснование права на владение недвижимым имуществом, на защиту прав граждан в суде при трудовых и имущественных конфликтах и другим вопросам.
В связи с этим отдел проводит большую работу по исполнению социально-правовых и тематических запросов физических и юридических лиц с целью защиты их прав и законных интересов. Тематика запросов социально-правового характера охватывает вопросы, связанные с подтверждением трудового стажа и размеров заработной платы работников, с награждением государственными и ведомственными наградами, с присвоением почетных званий и другими темами. К группе запросов социально-правового характера относятся исключительно те запросы по названной тематике, исполнение которых предусматривает подтверждение данных, необходимых для получения гражданином государственных социальных услуг. К следующей категории запросов, к тематическим, относятся запросы генеалогического характера, по истории организации, подтверждающие право владения недвижимым имуществом и другие. Для организации эффективной работы по исполнению социально-правовых и тематических запросов за последние годы Госархивом было предпринято ряд мер. Так, в 2015 году была приобретена электронная база данных для регистрации тематических и социально-правовых запросов, учет обращений граждан и организаций, которая позволила ускорить процесс регистрации обращений, улучшила контроль за исполнением запросов и повторным обращением граждан. С 2016 года запущена электронная приемная на официальном сайте Госархива. Социально-правовые и тематические запросы исполняются Госархивом при наличии в запросе наименования организации заявителя, для граждан фамилии, имени, отчества заявителя, почтового, электронного или веб-адреса, указания темы вопроса, хронологии запрашиваемой информации. Запросы социально-правового характера исполняются Госархивом на безвозмездной основе и в установленные законом сроки в течение 30 дней со дня регистрации запроса. Положительные ответы на запросы имущественного характера выдаются Госархивом на платной основе. Исключение составляют ответы на запросы от фондообразователей, органов власти, органов внутренних дел, прокуратуры, судов, органов государственной регистрации, кадастра и картографии. Ответы на межведомственные запросы готовятся в течение 5 рабочих дней или иных установленных законом сроков. Следует отметить, что за последние годы значительно возросло количество обращений физических и юридических лиц в Госархив в связи с большим поступлением документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. Если в 2011 году в Госархив поступило более 5000 запросов, то с 2016 по 2019 годы ежегодно поступало более 12 тысяч запросов. Это потребовало увеличения бюджета рабочего времени на исполнение социально-правовых и тематических запросов и на совершенствование самой работы путем внедрения новых информационных технологий за счет расширения способов подачи запросов, внедрения баз данных. Деятельность отдела обеспечения сохранности и учета документов совместно с сектором обеспечения сохранности и учета документов по личному составу направлена на обеспечение сохранности и улучшение физического состояния документов на бумажных носителях, хранящихся в Госархиве, организацию своевременного учета документов, поступающих на постоянное хранение, и документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. В ведении отдела находится 6 архивохранилищ общей вместимостью 800 тысяч дел. В целях улучшения физического состояния архивных документов отделом проводится мелкий ремонт и реставрация документов, подшивка дел и восстановление затухающих текстов документов. Ежегодно реставрируется свыше 780 дел, 23 тысячи документов. Восстанавливается угасающий текст 300 документов.
Кроме этого, в отделе проводится выявление особо ценных и уникальных документов, выдача и подкладка дел из архива хранилищ сотрудникам Госархива и пользователям в читальный зал, ведение реестра описей. В Госархив ежегодно поступают свыше 6 тысяч дел на постоянное хранение управленческой и научно-технической документации организаций, источников комплектования, а также документы от держателей личных архивов. В настоящее время в Госархиве хранится более 3000 фондов и 670 тысяч единиц хранения. Из них 74 фонда личного происхождения, секретаря Чувашского обкома ВКПБ Сергея Порфирьевича Петрова, народного поэта Чувашской ССР, члена Союза писателей СССР, Чувашской ССР Петра Петровича Хузангая, летчика-космонавта, дважды Героя СССР, генерал-майора авиации, почетного гражданина Чувашской республики Андриана Григорьевича Николаева, заслуженных художников Чувашской республики и Российской Федерации Аркадия Всеволодовича и Людмилы Михайловны Акциновых, Объединенный архивный фонд документов личного происхождения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и другие. Учет документов в Госархиве является одним из средств обеспечения сохранности документов и контроля за их наличием. Учет дел осуществляется в ходе приема документов на постоянное хранение, а также в ходе проведения внутриархивных работ, проверки наличия и физического состояния документов, перемещения фондов, увеличения экземплярности описей. В отделе ведется учетная база данных «Архивный фонд». В базу данных вводится информация о всех хранящихся фондах, описях и дел. В настоящее время проводится работа по вводу данных в раздел «Дело». На 1 января 2020 года в базу данных введено более 60 тысяч единиц хранения. Большое внимание уделяется рассекречиванию документов, целью которого является введение в научный оборот ранее закрытых документов. Рассекречивание проводится по фондам обкома, горкомов и райкомов КПСС. Ежегодно к рассмотрению готовится более 500 дел. Деятельность сектора обеспечения сохранности и учета документов по личному составу направлена на проведение комплекса работ по обеспечению сохранности, улучшению физического состояния и учета документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, поступивших на хранение в Госархив. В целях улучшения физического состояния архивных документов сектором, так же, как и отделом, проводится мелкий ремонт и реставрация документов, подшивка дел. На 1 января 2020 года в Госархиве числится 1773 фонда и более 250 тысяч единиц хранения по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. Деятельность отдела информационных услуг направлена на осуществление работ по упорядочению документов организаций независимо от их организационно-правовой формы и оказания услуг архивной деятельности в целях качественного формирования архивного фонда Чувашской Республики на платной основе. Научно-техническая обработка документов – это одна из наиболее значимых процедур в архивной сфере, требующей максимально ответственного подхода для формирования дел должного уровня с учетом последующего их постоянного или временного хранения. В связи с этим отделом ведется работа по заключению договоров с организациями, источниками и неисточниками комплектования Госархива. Проводится работа по экспертизе научной и практической ценности документов, по формированию и оформлению архивных документов в единицы хранения, составлению заголовков на дела с управленческой и научно-технической документацией, на документы по личному составу. Выполняется также техническая работа, подшивка дел, нумерация листов, оформление обложек дел, формирование связок дел. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области делопроизводства и организации хранения документов.
Итогом упорядочения документов является составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним, а также написание исторических справок к фондам. При этом отделом обеспечивается преемственность научно-справочного аппарата к документам, находящимся на постоянном хранении в Госархиве и хранящимся в архивах организаций. Качественная научно-техническая обработка позволяет избежать множественных проблем при поиске необходимых документов. Отделом регулярно проводится научно-техническая обработка документов таких организаций, как Администрация главы Чувашской Республики, Государственный совет Чувашской Республики, Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чувашской Республике Чувашия, Администрация города Чебоксары Чувашской Республики, Финансовое управление администрации города Чебоксары, Акционерное общество Чебоксарский электроаппаратный завод, Открытое акционерное общество «Электроприбор» и других государственных и коммерческих организаций. Деятельность отдела комплектования и документационного обеспечения организаций направлена на качественное формирование архивного фонда Чувашской Республики. В связи с этим проводится работа по комплектованию Госархива документами органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных организаций, органов местного государственной организации,
органов местного самоуправления, акционерных обществ, общественных объединений, политических партий, держателей личных фондов и документами по личному составу ликвидированных организаций. Отделом проводится ежегодная паспортизация архивов организаций, источников комплектования Госархива в соответствии с регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Один раз в 3 года составляется паспорт с обобщенными показателями государственного учета архивных документов об объеме фондов и состоянии обеспечения сохранности документов в этих организациях. По состоянию на 9 января 2020 года в списке источников комплектования Госархива значится 186 организаций. В соответствии с законодательством об архивном деле заключены соглашения о взаимоотношениях и сотрудничестве. Согласно соглашениям, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти передают документы на хранение в Госархив на безвозмездной основе. Документы ликвидированных организаций передаются на хранение в Госархив также на безвозмездной основе. Договор заключается только на проведение работ по упорядочению документов. Отдел комплектования организует и координирует работу организаций источников комплектования Госархива по подготовке и внедрению типовых и примерных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и экспертных комиссиях, других нормативно-методических пособий по вопросам работы с документами. Также оказывает консультации ликвидирующимся организациям, не являющимся источниками комплектования Госархива, по вопросам упорядочения документов по личному составу и организует работу по их передаче в Госархив. В среднем в год проводится 300 консультаций. Специалистами отдела проводятся комплексные, тематические и контрольные обследования. В ходе комплексного обследования всесторонне обследуется ведение делопроизводства, обеспечение сохранности документов на стадии временного хранения, их использование, деятельность экспертных комиссий. Комплексное обследование проводится в среднем раз в 3-5 лет. Изучается качество подготовки и оформления документов, ведение номенклатуры дел, качество научно-технической обработки документов, организация учета документов и дел в архиве организации, соблюдение правил их выдачи во временное пользование. Тематические обследования проводятся в целях изучения постановки делопроизводства и условий хранения документов, как правило, в 3 направлениях. Документирование управленческой деятельности и качество подготовки и оформления документов, внедрение инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел, обеспечение сохранности документов, находящихся на временном или постоянном хранении. По результатам обследований составляется справка, в которой даются предложения по устранению недостатков и рекомендации по совершенствованию работы с документами. Через определенный срок проводится контрольное обследование организации для наблюдения за выполнением рекомендаций, высказанных в ходе предыдущего обследования. После контрольного обследования может составляться справка или информация. Сотрудники отдела принимают участие в проверках по вопросам работы с документами, организуемых Минкультуры Чувашии. Специалисты отдела составляют заключения на описи, номенклатуры дел, акты о необнаружении и о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, выносят их на утверждение или согласование ЭПК Минкультуры Чувашии или МК Госархива.
Особое место в деятельности отдела занимает работа с гражданами, держателями документов личного происхождения. Одной из форм таких взаимоотношений являются встречи и круглые столы, проводимые с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами архивного дела, комсомола, партии, спортсменами, представителями творческой интеллигенции, художниками, режиссерами, народными и заслуженными артистами театров, поэтами, музыкальными деятелями и другими лицами. Совместно с сектором научно-справочного аппарата проводится работа по созданию устной истории и инициативному документированию значимых событий и фактов социально-экономической и культурной жизни республики. Деятельность отдела публикаций и входящего в его состав сектора научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем направлена на популяризацию архивного дела и документов, хранящихся в Госархиве, на создание необходимых условий для поиска и использования документов как сотрудниками Госархива, так и пользователями архивной информации. С целью освещения региональной и отечественной истории отделом выполняется целый комплекс мероприятий по использованию документов Архивного фонда Чувашской Республики, которые реализуются при участии представителей государственной власти, творческой интеллигенции, школьников и студентов, широкой общественности. Ежегодно организовываются тематические уроки на тему чувашской государственности, Великой Отечественной войны, космоса, жизнедеятельности известных личностей, которые проходят как в самом Госархиве, так и с выездом в учебные заведения и в другие учреждения. Проводятся обзорные экскурсии по архивохранилищам с демонстрацией архивных документов, презентации виртуальных и документальных выставок, электронных изданий и сборников документов по региональной и отечественной истории, по жизнедеятельности известных личностей. При этом традиционными стали дни открытых дверей, во время которых школьники и студенты знакомятся с профессией архивиста и с деятельностью Госархива. Мероприятия освещаются в средствах массовой информации. Кроме этого, отделом ведется работа по подготовке телесюжетов для республиканского и федерального телевидения, радиопередач, в том числе и в формате циклов. Например, цикл радиопередач «Без памяти нет истории», «Без истории нет культуры», посвященный деятелям культуры, науки, искусства, политики и других областей, личные фонды которых хранятся в Госархиве. В республиканских и районных изданиях периодической печати публикуются статьи и подборки документов. Отделом также ведется деятельность по обеспечению новостными информациями и статьями официального сайта и страницы в социальной сети Instagram Госархива, по подготовке совместно с сектором видеоматериалов для его YouTube-канала, которые до размещения проходят обязательный монтаж. Особое внимание уделяется работе по обслуживанию посетителей читального зала, ведущих научно-исследовательскую деятельность, занимающихся поиском сведений биографического характера и по другим интересующим их темам. Деятельность сектора ориентирована на создание необходимых условий для поиска документов и информации, содержащейся в них, а также техническое сопровождение работы отдела и других структурных подразделений Госархива. Сектором ведется работа по научному описанию управленческой документации и документов личного происхождения, усовершенствованию и переработке описей дел фондов. Осуществляется деятельность по оцифровыванию документов, имеющих категорию «особо ценные», для посетителей читального зала по заявкам на сканирование, при подготовке виртуальных выставок и электронных изданий, иной работе. Также проводится инициативное фото- и видеодокументирование мероприятий,
организуемых Госархивом и значимых событий в его жизни с дальнейшей их записью на электронные носители и научным описанием для включения в фонд архива. Сектором осуществляется программирование виртуальных выставок и электронных изданий и их веб-дизайн, который не повторяется и по-своему уникальный. Также выполняется работа по информатизации Госархива, в частности посредством ввода информации в следующие базы данных: фотокаталог, электронный систематический каталог, распорядительные документы органов власти, справочно-информационный фонд, библиотеки. Кроме этого, проводится техническое сопровождение при проведении мероприятий, обслуживание официального сайта Госархива, его компьютерного парка и оргтехники. Деятельность отдела справочно-информационной работы направлена на защиту конституционных прав граждан для социального обеспечения по старости и инвалидности, подтверждения квалификаций и льгот, на обоснование права на владение недвижимым имуществом, на защиту прав граждан в суде при трудовых и имущественных конфликтах и другим вопросам. В связи с этим отдел проводит большую работу по исполнению социально-правовых и тематических запросов физических и юридических лиц с целью защиты их прав и законных интересов. Тематика запросов социально-правового характера охватывает вопросы, связанные с подтверждением трудового стажа и размеров заработной платы работников, с награждением государственными и ведомственными наградами, с присвоением почетных званий и другими темами. К группе запросов социально-правового характера относятся исключительно те запросы по названной тематике, исполнение которых предусматривает подтверждение данных, необходимых для получения гражданином государственных социальных услуг. К следующей категории запросов, к тематическим, относятся запросы генеалогического характера, по истории организации, подтверждающие право владения недвижимым имуществом и другие. Для организации эффективной работы по исполнению социально-правовых и тематических запросов за последние годы Госархивом было предпринято ряд мер. Так, в 2015 году была приобретена электронная база данных для регистрации тематических и социально-правовых запросов, учет обращений граждан и организаций, которая позволила ускорить процесс регистрации обращений, улучшила контроль за исполнением запросов и повторным обращением граждан. С 2016 года запущена электронная приемная на официальном сайте Госархива. Социально-правовые и тематические запросы исполняются Госархивом при наличии в запросе названия организации заявителя, для граждан фамилии, имени, отчества заявителя, почтового, электронного или веб-адреса, указания темы вопроса, хронологии запрашиваемой информации. Запросы социально-правового характера исполняются Госархивом на безвозмездной основе и в установленные законом сроки в течение 30 дней со дня регистрации запроса. Положительные ответы на запросы имущественного характера выдаются Госархивом на платной основе. Исключение составляют ответы на запросы от фондообразователей, органов власти, органов внутренних дел, прокуратуры, судов, органов государственной регистрации, кадастра и картографии. Ответы на межведомственные запросы готовятся в течение 5 рабочих дней или иных установленных законом сроков. Следует отметить, что за последние годы значительно возросло количество обращений физических и юридических лиц в Госархив в связи с большим поступлением документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. Если в 2011 году в Госархив поступило более 5000 запросов, то с 2016 по 2019 годы ежегодно поступало более 12 тысяч запросов.
Это потребовало увеличения бюджета рабочего времени на исполнение социально-правовых и тематических запросов и на совершенствование самой работы путем внедрения новых информационных технологий за счет расширения способов подачи запросов, внедрения баз данных. Деятельность отдела обеспечения сохранности и учета документов совместно с сектором обеспечения сохранности и учета документов по личному составу направлена на обеспечение сохранности и улучшение физического состояния документов на бумажных носителях, хранящихся в Госархиве, организацию своевременного учета документов, поступающих на постоянное хранение, и документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. В ведении отдела находится 6 архивохранилищ общей вместимостью 800 тысяч дел. В целях улучшения физического состояния архивных документов отделом проводится мелкий ремонт и реставрация документов, подшивка дел и восстановление затухающих текстов документов. Ежегодно реставрируется свыше 780 дел, 23 тысячи документов. Восстанавливается угасающий текст 300 документов. Кроме этого, в отделе проводится выявление особо ценных и уникальных документов, выдача и подкладка дел из архива хранилищ сотрудникам Госархива и пользователям в читальный зал, ведение реестра описей. В Госархив ежегодно поступают свыше 6 тысяч дел на постоянное хранение, управленческой и научно-технической документации организаций, источников комплектования, а также документы от держателей личных архивов. В настоящее время в Госархиве хранится более 3000 фондов и 670 тысяч единиц хранения. Из них 74 фонда личного происхождения, секретаря Чувашского обкома ВКПБ Сергея Порфирьевича Петрова, народного поэта Чувашской ССР, члена Союза писателей СССР, Чувашской ССР Петра Петровича Хузангая, летчика-космонавта, дважды Героя СССР, генерал-майора авиации, почетного гражданина Чувашской республики Андриана Григорьевича Николаева, заслуженных художников Чувашской республики и Российской Федерации Аркадия Всеволодовича и Людмилы Михайловны Акциновых, Объединенный архивный фонд документов личного происхождения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и другие. Учет документов в Госархиве является одним из средств обеспечения сохранности документов и контроля за их наличием. Учет дел осуществляется в ходе приема документов на постоянное хранение, а также в ходе проведения внутриархивных работ, проверки наличия и физического состояния документов, перемещения фондов, увеличения экземплярности описей. В отделе ведется учетная база данных «Архивный фонд». В базу данных вводится информация о всех хранящихся фондах, описях и дел. В настоящее время проводится работа по вводу данных в раздел «Дело». На 1 января 2020 года в базу данных введено более 60 тысяч единиц хранения. Большое внимание уделяется рассекречиванию документов, целью которого является введение в научный оборот ранее закрытых документов. Рассекречивание проводится по фондам обкома, горкомов и райкомов КПСС. Ежегодно к рассмотрению готовится более 500 дел. Деятельность сектора обеспечения сохранности и учета документов по личному составу направлена на проведение комплекса работ по обеспечению сохранности, улучшению физического состояния и учета документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, поступивших на хранение в Госархив. В целях улучшения физического состояния архивных документов сектором, так же, как и отделом, проводится мелкий ремонт и реставрация документов, подшивка дел. На 1 января 2020 года в Госархиве числится 1773 фонда и более 250 тысяч единиц хранения по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников.
Деятельность отдела информационных услуг направлена на осуществление работ по упорядочению документов организаций независимо от их организационно-правовой формы и оказания услуг архивной деятельности в целях качественного формирования архивного фонда Чувашской Республики на платной основе. Научно-техническая обработка документов – это одна из наиболее значимых процедур в архивной сфере, требующей максимально ответственного подхода для формирования дел должного уровня с учетом последующего их постоянного или временного хранения. В связи с этим отделом ведется работа по заключению договоров с организациями, источниками и неисточниками комплектования Госархива. Проводится работа по экспертизе научной и практической ценности документов, по формированию и оформлению архивных документов в единицы хранения, составлению заголовков на дела с управленческой и научно-технической документацией, на документы по личному составу. Выполняется также техническая работа, подшивка дел, нумерация листов, оформление обложек дел, формирование связок дел. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области делопроизводства и организации хранения документов. Итогом упорядочения документов является составление описей дел и научно-справочного аппарата к ним, а также написание исторических справок к фондам. При этом отделом обеспечивается преемственность научно-справочного аппарата к документам, находящимся на постоянном хранении в Госархиве и хранящимся в архивах организаций. Качественная научно-техническая обработка позволяет избежать множественных проблем при поиске необходимых документов. Отделом регулярно проводится научно-техническая обработка документов таких организаций, как Администрация главы Чувашской Республики, Государственный совет Чувашской Республики, Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чувашской Республике Чувашия, Администрация города Чебоксары Чувашской Республики, Финансовое управление администрации города Чебоксары, Акционерное общество Чебоксарский электроаппаратный завод, Открытое акционерное общество «Электроприбор» и других государственных и коммерческих организаций. Отдела по работе с общественными организациями и владельцами документов личного происхождения Центра хранения документации и комплектования Госархивов Нижегородской области. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего сегодняшнего выступления – документы личного происхождения как неотъемлемая часть историко-культурного наследия. И начать свое выступление мне хочется со слов Булата Акуджавы. Читаю мемуары разных лиц, сопоставляю прошлого картины, что удается мне не без труда. Из вороха распавшихся страниц соорудить пытаюсь мир единый, а из тряпья одежки обветшалой блистательный ваш облик, господа. В этих словах, на мой взгляд, как нельзя точно отражается роль и значение документов личного происхождения как исторических источников. Ни для кого не секрет, что, читая чьи-то воспоминания, мемуары, письма, представляешь события прошлого, переживаешь и понимаешь, как важны закрепленные в них следы бытия.
Документы личного происхождения, хранящиеся в Государственном архиве Республики Марий Эл, представляют ценное документальное наследие. Их значимость в настоящее время невозможно переоценить. Они являются важнейшими историческими источниками, которые наряду с официальными документами дают представление об ушедшем времени, раскрывают его во всем многообразии. Они существенно дополняют исторические события. Ни один официальный документ не может сравниться с записной книжкой человека, его личными воспоминаниями, фиксирующими события через призму своих чувств и эмоций. Комплектование документами личного происхождения осуществляется в несколько этапов. Работа с потенциальными фондообразователями или их наследниками осуществляется традиционно при помощи личных контактов, телефонных переговоров и через средства массовой информации. Проводится большая разъяснительная работа с владельцами личных архивов. Иногда специалисты выходят на дом держателям личных фондов, где уже на месте проводят первичный отбор документов на государственное хранение. Иногда личные фонды поступают и по инициативе самих граждан. Взаимодействие с фондообразователями имеет свою специфику. Зачастую владельцы личных архивов считают эти документы семейными реликвиями и не спешат с ними расставаться. Иногда исход переговоров о передаче документов на хранение, которые порой могут затягиваться на неопределенное время, зависят от личностных качеств самого сотрудника, его коммуникабельности и умения убеждать в необходимости передачи документов на государственное хранение в целях обеспечения их сохранности для будущих поколений. Передача документов личного происхождения в основном осуществляется на безвозмездной основе. В договоре дарения оговариваются вопросы передачи исключительного права на документы и ограничения доступа к ним. Так, в договоре дарения документов марийского поэта, писателя-драматурга, актера Василия Регеш-Горохова предусмотрено ограничение доступа к его письмам и дневникам до 2025 года, за исключением его внука. В архив личные фонды от граждан поступают как от источников комплектования, так и от возможных источников. Активно пополняют свои фонды новыми документами Владимир Владимирович Изыкин, краевед, Василий Регеш-Горохов, поэт, актер, Виталий Владимирович Шапкин, музыкант-флейтист. За последние годы на хранение переданы личные фонды Бориса Федоровича Лаврентьева, профессора Поволжского государственно-технологического университета, Юрия Ивановича Галютина, члена Союза журналистов, члена Союза писателей СССР, народного писателя Республики Марий Эл. В настоящее время проводится работа с документами личного происхождения Людмилы Анатольевны Кувшинской, заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Анатолия Борисовича Лупова, композитора, заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, лауреата Государственной премии Марийской ССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Петра Емельяновича Емельянова, народного учителя СССР. Несмотря на постоянный поиск потенциальных держателей личных фондов, доля документов личного происхождения в составе архивного фонда Республики Марий Эл остается незначительной. Многие личные фонды не пополняются ввиду того, что фондообразователей уже нет живых, хотя есть примеры, когда родственники по истечению ряда лет передают найденные интересные документы. Фонды личного происхождения представлены документами известных марийских писателей, поэтов, драматургов, общественных и государственных деятелей, композиторов, ученых и краеведов. Остановлюсь на более интересных из них. Имя Валериана Михайловича Васильева, основателя Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, известно не только в нашей республике. Он является одним из самых ярких представителей марийских просветителей и идеологов начала прошлого столетия. Документы Валериана Михайловича Васильева поступили на государственное хранение в 2002 году. В его фонде отложились документы, значит, такие как рукописи, переводы стихов, песен, фотографии, документы по этнографии и фольклору Марийского края и его народа. Большой интерес представляют документы Анатолия Васильевича Фомина, художника-сатирика, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл, участника Великой Отечественной войны. Его работы публиковались в крупных центральных изданиях, в том числе в газете «Правда», с которой он активно сотрудничал с 1975 года. Основная часть документов Анатолия Васильевича Фомина хранилась в Союзе художников Республики Марий Эл. Часть документов поступила на хранение от его жены. Это большое количество рисунков, карикатур, письма, фотографий. В 2011-2016 годах на хранение были приняты документы Льва Натановича Вейцмана, доктора биологических наук, заслуженного деятеля наук Марийской АССР, члена Всемирной научной ассоциации птицеводов, почетного профессора Марийского государственного университета. Он заложил основы научного цесарководства в России. В его фонде отложились материалы служебной и общественной деятельности,
научные труды и монографии, переписка с зарубежными коллегами, документы по птицеводству, личные документы. Документы личного фонда Льва Натановича Вецмана представляют огромный интерес в изучении истории и развития сельского хозяйства в области практического цесарководства. Немалый интерес представляют документы Николая Васильевича Иванова, марийского географа, краеведа, исследователя животного мира, председателя Марийской фенологической комиссии Русского географического общества РАН. В его фонде отложились научно-исследовательские статьи о геологическом строении, полезных ископаемых, растительном и животном мире Марийского края, документы о разработке герба города Ишкаралы, переписка, личные документы, тетради записи расходов семьи Николая Васильевича за несколько лет. Также в фонде Иванова Николая Васильевича имеются дневники и ведомости фенологических наблюдений. Сведения, содержащиеся в данных документах, имеют большое практическое значение и в первую очередь для народного хозяйства позволяют наиболее рационально использовать природную среду. В Государственном архиве Республики Марий Эл хранится личный фонд Виталия Владимировича Шапкина, музыканта, имя которого известно не только в России, но и за ее пределами. В его фонде содержатся рукописи, письма, личные документы, ноты музыкальных произведений, афиши, программы концертов, документы творческой, преподавательской и общественной деятельности. Отдельное место в фонде Виталия Владимировича занимают документы о жизни и творчестве известных композиторов. Это Константина Романовича Гейста и Андрея Яковлевича Ишпая. В первую очередь это его переписка с ними. Виталия Владимировича с этими композиторами связывала многолетняя творческая дружба. Среди фондов личного происхождения, хранящихся в архиве, хочется отметить фонд Арнольда Валентиновича Муравьева, ученого, кандидата технических наук, писателя-краеведа. Под его руководством в городе Козьмодемьянске организован историко-архитектурный градостроительный музей-заповедник. Он являлся организатором двух козьмодемьянских музеев – Музея купеческого быта и Музея Остапа Бендера. Являлся главным редактором историко-краеведческого журнала «Отчина». Арнольдом Валентиновичем собраны документы о купеческих родах и династиях, такие как родословные письма, дневниковые записи, формулярный список о службе потомственного почетного гражданина Козьмодемьянского второй гильдии купца Павла Федоровича Бычкова, фотографии купеческих домов. Ну и, конечно, в год памяти и славы нельзя обойти стороной документы о Великой Отечественной войне. И в настоящее время, в связи с тем, что все больше уходит память о великом подвиге советского народа, тема войны и патриотизма приобретает актуальность как никогда прежде. Среди документов участников Великой Отечественной войны большой интерес представляют, конечно же, письма с фронта и воспоминания участников войны. В архиве хранятся воспоминания Александра Романовича Анучина, написанные им к 20-летию победы советского народа над фашистской Германией. Воспоминания представляют собой один документ, они написаны в тетради, в которую вклеены вырезки из боевого устава пехоты, фотографии, описаны военные сражения, взаимоотношения людей на фронте, морально-психологическое состояние войск, фронтовой быт, отношение к товарищам по оружию, противнику, союзникам. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году Государственным архивом Республики была объявлена патриотическая акция «Память о войне хранить вечно». Целью патриотической акции являлась сбор документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла из семейных архивов для пополнения архивного фонда республики. В результате проведенной акции от жителей республики поступило более 400 документов, большую часть из которых составляют письма с фронта участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Наряду с личными фондами в архиве хранятся коллекции документов, в которых также содержатся документы личного происхождения. Наиболее востребованными являются документы композиторов. Следующий слайд. Документы личного происхождения композиторов Ивана Степановича Ключникова-Палантая, писателей Аркадия Крупникова, поэта-фронтовиков Семена Вишневского, Макса Майна, Михаила Калашникова, заслуженного врача Марийской АССР, родоначальника педиатрической службы в Марий Эл Фадея Мартыновича Конского. Основную категорию пользователей, работающих с документами личного происхождения, составляют сотрудники архива, студенты, краеведы. Личные фонды используются при подготовке выставок документов, электронных изданий, книг, статей, сообщений на научно-практические конференции, при ответах на биографические и генеалогические запросы. Одной из форм популяризации документов личного происхождения является использование их в электронных изданиях. Вопросы обеспечения сохранности, взаимодействия с владельцами
и держателями личных фондов являются тематикой круглых столов и творческих вечеров, проводимых в архиве к юбилейным и знаменательным датам. В 2017 году в Государственном архиве Республики Мариэл впервые состоялось мероприятие. Был проведен творческий вечер, посвященный 70-летию Виталия Владимировича Шапкина, заслуженного артиста Марийской ССР, заслуженного артиста РСФСР. В читальном зале архива собрались представители Министерства культуры Республики Мариэл, архивных учреждений, СМИ, коллеги по работе, друзья и родственники юбиляра. Архивисты подготовили выставку подлинных архивных документов маэстро флейты из личного фонда Виталия Владимировича. Главный редактор газеты «Мариэл» презентовал книгу «Маэстро Виталий Шапкин», которая была издана специально к юбилею музыканта. В завершении творческого вечера был показан фрагмент юбилейного концерта музыканта. Для участников мероприятия была организована и проведена экскурсия в архивохранилище. Документы личного происхождения занимают важное место в составе архивного фонда Республики Мариэл. Их роль и значение определяются возрастающим устойчивым интересом потребителей информации. Они являются ценными историческими источниками, дополняющими и обогащающими архивный фонд Республики. И, конечно же, информация, содержащаяся в них, служит целям духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Далее прошу Мартынову Елену Валерьевну с докладом взаимодействия с общественными организациями и источниками комплектования Государственного общественно-политического архива Нижегородской области. Состояние, проблемы, ресурсы. Нижегородской области. Состояние, проблемы, ресурсы. Далее прошу подготовиться Харитонову Валентину Григорьевну. Уважаемые коллеги, вопрос, который мне сейчас предстоит осветить, чисто практический. Наше учреждение, которое будут далее называть «Центр», в плановом порядке комплектует 3 государственных архива Нижегородской области, а большинство общественных организаций источников комплектования сосредоточены в списке источников комплектования Государственного общественно-политического архива Нижегородской области. На 1 января этого года в списке этого архива 125 организаций источников комплектования, из них общественных объединений 111, а собственно общественных организаций различных направлений деятельности 107. То есть 85% списка организаций источников комплектования данного архива. Сейчас речь пойдет только об этих 107 организациях. Среди них самая многочисленная группа – профсоюзные организации, которых 26. За ними творческие и профессиональные – 22. И далее по убывающей замыкают список одна женская и одна сословная. Теперь о работе нашего учреждения, о ее состоянии, проблемах и нашем опыте преодоления этих проблем. Работу со списком Центр ведет с юридическими лицами в плановом порядке, и за последние 5 лет в список включено 25 общественных организаций, исключено 19. Трудность в том, что федеральное законодательство вовсе не обязывает негосударственные организации заключать с государственным архивом договор о сотрудничестве. Организации пользуются своим правом отказа от начала, даже от начала сотрудничества, и причин нам встречались 2. Первое – нежелание. Это ответ организации, нам все это не нужно, мы все храним и сами сохраним. Здесь мы можем только оставить наше предложение открытым. Вторая причина – мнимое отсутствие документов постоянного хранения в деятельности организации. Это когда организация отвечает, а у нас нет документов, которые можно передавать в государственный архив. Здесь уместна наша разъяснительная работа о сроках хранения документов и о роли государственных архивов. Действительное отсутствие образования документов постоянного хранения – это одна из причин работы, наоборот, по исключению источника комплектования из списка, наряду, конечно, с ликвидацией или расторжением договора. Далее, организационно-методическое взаимодействие Центр с общественными организациями осуществляет очень дифференцированно. Большинство организаций действуют на общественных началах, что значит при отсутствии финансовых средств, условий для полноценного документирования деятельности и обеспечения сохранности документов. Их, впрочем, и образуется в данной ситуации небольшое количество.
На 107 организаций, общественных организаций, о которых идет речь, приходится 3 помещения для хранения архивных документов. Из них одно помещение на 26 организаций. Это Объединенный архив облсовпрофа. Широко практикуется, и чем дальше, тем больше, хранение руководителем документов организации у себя на рабочем месте или дома, в том числе в электронном виде. Это создает и усиливает угрозу утраты документов не только из-за несоблюдения условий хранения, но даже просто в случае смены руководства организации. Опыт работы Центра с общественными организациями показывает, что большинство из них, хотя они и являются источниками комплектования Государственного архива, в связи с ограниченностью ресурсов не под силу выполнения требований государственных нормативно-методических документов. Попытки настаивать на этом могут вызвать негативную реакцию вплоть до отказа организации от сотрудничества. Поэтому Центр к настоящему времени на основании практики своей деятельности пришел к следующим особенностям организационно-методического взаимодействия с общественными организациями. Мы проводим минимальное количество ознакомлений с порядком документирования деятельности и обеспечением сохранности документов. Происходит небольшое, лишь по мере необходимости, количество согласований индивидуальных нормативно-методических документов для организаций. Так, на начало этого года согласованная экспертно-методической комиссией нашего учреждения номенклатура дел имеется у 23 общественных организаций. Отбор на постоянное хранение мы производим реального для организации состава документов. И даже уточненный в процессе работы, он обычно очень небольшой. Это учредительные документы, которые бывают не каждый год. Документы, отражающие организационную деятельность, то есть протоколы и документы к ним. Также с этим у общественных организаций бывают сложности. Более многочисленные документы, самые разные, это программы, списки, планы, отчеты, письма, фотографии и другое, которые отражают основную деятельность, а основной деятельностью является подготовка и проведение мероприятий. Не можем мы обойти своим вниманием и публикации о деятельности организации, в том числе в интернет-ресурсах. В процессе экспертизы ценности документов наши специалисты к документам везде, где позволяет перечень, применяют отметку ЭПК. Критерием является степень отраженности деятельности организации в данном конкретном документе. Документы же по личному составу в большинстве общественных организаций отсутствуют. Следующий этап упорядочения документов за счет собственных сил и средств проводят, по нашим подсчетам, 27 организаций, профсоюзы и региональные отделения ДСАФ. То есть, опять-таки, меньшинство, а для большинства предусмотрено, прописано в договоре полностью безвозмездное сотрудничество. То есть все работы проводятся силами и за счет средств нашего учреждения, нашими специалистами, кураторами общественных организаций. За последние 5 лет кураторы общественных организаций нашего центра упорядочили документы постоянного хранения общественных организаций в количестве 2687 единиц хранения, что называется собственноручно. К сожалению, существует такое явление у общественных организаций, как задолженность по упорядочению архивных документов постоянного хранения. Она бывает, конечно, объективной, так как за счет малого количества документов, образующихся в организации, упорядочение проводится не ежегодно, а раз в 2-4 года. Бывает и субъективный, когда организация в течение нескольких лет отказывает нам в предоставлении документов для упорядочения. По разным причинам в основном ссылаются на занятость руководителя организации. Или основной деятельностью организации, или основной работой. Кураторы же осуществляют и транспортировку дел в Государственный архив, и, собственно, передачу дел. За последние 5 лет нашим учреждением переданы в Государственный общественно-политический архив Нижегородской области дела постоянного хранения общественных организаций в количестве 5490 единиц хранения. Динамика, которую вы видите на диаграмме, скорее циклична. Включите, пожалуйста, следующий слайд. В связи с тем, что с переменным успехом в разные годы проходит ликвидация задолженности.
Практика работы Центра показывает, что вышеперечисленные проблемы нашего взаимодействия можно считать вообще-то особенностями работы с общественными организациями. Они, действуя в сложных условиях, отнюдь не располагающих к нашему сотрудничеству, все же ведут комплектование своих фондов в меру своих возможностей и при активном содействии нашего учреждения. А вот теперь о ресурсах нашего взаимодействия. В настоящее время наше сотрудничество основано лишь только на договоре, который организация может расторгнуть. Никаких средств воздействия, в том числе контрольных функций, у нашего учреждения нет. Таким образом, ресурс обеспечения нашей работы с общественной организацией один, и называя вещи их настоящими именами, это хорошие отношения с организацией, то есть с руководителем организации, от чего, собственно, и зависит эффективность нашего взаимодействия. Ну, общественная деятельность тоже базируется по определению на действии человеческого фактора. Здесь мы с ними братья по разуму. И у нас может происходить двусторонний процесс налаживания и поддержания хороших отношений. Сотрудники Центра по приглашению организаций посещают их мероприятия, конечно, по мере возможности, потому что большинство мероприятий общественных организаций проходят в нерабочее время, и это еще один значимая особенность их деятельности. Ну а организации по мере своих возможностей, опять-таки, содействуют нам в нашей работе. Первое. Общественные организации являются одним из ресурсов работы Центра с документами личного происхождения, то есть расширение списка граждан, источников комплектования. И это, естественно, неординарные люди, часто сосредоточены именно в общественных организациях. И можно наблюдать, конечно, не всегда, как комплектование личных фондов руководителей начинает положительно сказываться и на комплектовании фонда организации. Бывает, что работа с организацией, не удавшись в одном аспекте, неожиданно дает хороший и совсем положительный результат в другом. Вот яркий пример. Слайд номер 17. Областная общественная организация польской культуры «Полонез». Есть у нас и такая. На наше приглашение к сотрудничеству ответила отказом, однако контакт все-таки был установлен, и нами теперь комплектуется в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области фонд, личный фонд замечательного человека, ныне, к сожалению, покойного, участника Великой Отечественной войны, полковника, яркого общественного деятеля, яростного сторонника и популяризатора педагогического наследия Антона Семеновича Макаренко, последнего из остававшихся в живых воспитанников детской трудовой коммуны имени Дзержинского, Ивана Демьяновича Токарева. Жил у нас такой человек. По возможности общественные организации участвуют в наших информационно-просветительских мероприятиях. В 2015 году состоялась организованная Центром и проведенная в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области встреча нижегородских архивистов с представителями 3 известных нижегородских общественных организаций, деятельность которых связана с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Получилось участие 3 поколений, сохраняющих память о войне. Общественные организации жителей блокадного Ленинграда, города Нижнего Новгорода, Нижегородской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов и Нижегородской областной молодежной поисковой организации «Курган». Находит понимание у лидеров общественных организаций и наша работа по инициативному документированию, видеоинтервьюированию с последующим описанием, опять-таки нами, и передачей тоже нами, машиночитаемых документов в Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области. Нами проинтервьюирован ряд общественных деятелей, не являющихся источниками комплектования, и даже не столько в связи с их общественной деятельностью, сколько в связи с их интереснейшими биографиями. К сожалению, в этот аспект нашей работы внесла серьезные коррективы эпидемическая обстановка этого года. Общественные организации тоже серьезнейшим образом влияют на нас.
Преобразуется и структура нашего учреждения. 5 лет в центре функционирует специализированный отдел, и название его сейчас точно отражает суть нашей деятельности. Отдел по работе с общественными организациями и владельцами документов личного происхождения. И в заключение, уважаемые коллеги, практика работы Центра по формированию архивных фондов общественных организаций показывает, что для учреждения эта работа нелегкая и в плане трудовых и финансовых затрат. И не приходится ждать быстрых результатов. И состав документов может существенно отличаться от такового, что называется, серьезных организаций, то есть органов власти, предприятий и учреждений. Но архивное дело и общественная деятельность не должны и, как оказалось, уже не могут в силу значимости игнорировать друг друга. И когда сотрудничество осуществляется и развивается, оно позволяет не только комплектовать фонды общественных организаций, но и открывает разнообразные возможности оптимизации состава фондов государственных архивов и всяческого расширения работы по сохранению документального наследия. Все. Большое спасибо. Большое спасибо, Елена Валерьевна, за столь интересный доклад. Я думаю, затронули очень актуальную тему для многих архивов на сегодняшний день. Далее хочу предоставить слово Харитоновой Валентине Григорьевне, кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук. Далее прошу подготовиться сотрудникам архива Республики Татарстан, которые к нам подключатся в режиме видеоконференц-связи. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы так назвала. Я, во-первых, благодарю всех и прежде всего сотрудников Государственного архива современной истории за приглашение принять участие в этой конференции. Тема, которая была заявлена у меня для выступления на конференции, достаточно обширная. И поэтому я остановлюсь сегодня на некоторых сюжетах этой темы, часть которых также поднял в своем выступлении Борис Моисеевич Пудалов. Технологии, основанные на информации, прочно начали входить в нашу жизнь в начале 1970-х, с начала 1970-х годов. Сегодня, конечно, информационные технологии играют значимую роль в современном обществе, и прежде всего раскрывается такое понятие, как социальная память. Под институтами социальной памяти подразумеваются учреждения науки, культуры и образования, поскольку именно эти социальные институты в первую очередь играют очень важную роль и выполняют функции кумуляции и трансляции социального опыта. Среди этих учреждений весьма высока роль архивных учреждений. Общий объем архивного фонда Российской Федерации превышает более 500 миллионов единиц хранения. И отмечается, что в отчетном докладе Министерства культуры Российской Федерации это крупнейший документальный массив в мире, который постоянно пополняется и активно используется. Архивный фонд Чувашской Республики также пополняется ежегодно, и на начало 2019 года он составлял более 3 миллионов единиц хранения. Конечно же, архивы, выполняя свои базовые функции, стали обладателями значительного информационного потенциала и прежде всего для исторической науки. А в современных условиях их деятельность ориентирована на решение комплекса задач, связанных и с сохранением историко-культурного наследия региона, проведением экспозиционно-выставочной, исследовательской деятельности, направленной на поиск новых форм работы, которого требует современное общество. Современная наука выделяет основные функции архивных, социальных функций архивов. Это мемориальные,
коммуникативные, которые ближе всех, конечно, нам это доступ равный, обеспечение равного доступа для всех исследователей. Транслирующую, тоже очень близка для исторической науки. Это в основном подготовка и издание сборника документов, и издание различных альбомов. И, конечно, это социально-правовой, который тоже сегодня сильно востребован. В связи с этим еще актуальны слова Ключевского, который говорил, архивисты и историки выполняют одну и ту же функцию, но на разных стадиях производственного цикла. Современная трактовка этих слов, конечно же, звучит по-другому. Это междисциплинарный подход, это взаимовыгодное сотрудничество архивиста и исторического сообщества. Особенно сегодня очень важны результативность поиска исследователя, и важно, что же представляют архивы для проведения такого поиска. Отрадно констатировать, что сегодня информационные технологии в архивах развиваются достаточно быстрыми темпами, и исследователю представляются электронные описи, путеводители, возможность, то есть технические возможности записи на прием, заказа дел, получение электронных вариантов этих документов. Это очень отрадно, и это, конечно же, намного облегчает нашу работу. Но необходимо выработать так называемую модель единого архивно-информационного пространства как материального воплощения непрерывности культурно-коммуникативных связей. И эти связи у нас не всегда выдерживаются, по разным причинам, естественно, и объективным, и субъективным. То, что сегодня развиваются современные технологии в гуманитарной области, я имею в виду, конечно же, и в научных исследованиях, они вызывают и вопросы, и вызовы. Прежде всего, необходимо обеспечить информационную безопасность и защиту государственной и личной тайны. То есть это на сегодня очень важно. Следующий вопрос — это повторяемость информации. С этим мы постоянно сталкиваемся. Это говорит о том, что электронные варианты быстро распространяются, и не всегда, когда кто-то их использует, указывает на их происхождение, на фондообразование. И иногда получается так, что даже исследовательское сообщество не всегда точно отражает тот или иной документ в своих исследованиях и даже при публикации сборников документов. И следующий момент — это принцип соблюдения происхождения при комплектовании документов, систематизации и фондирования. Здесь я могу остановиться на таком сюжете, вот как электронные выставки. Конечно же, электронная выставочная деятельность архивных, многих учреждений, библиотечных, музейных, оно делает массовым эти источники, доступным для массовых читателей. И обычно оно доступно бывает иногда на какое-то определенное время. То есть даже когда мы используем эти документы, естественно, научное сообщество старается сохранить все поисковые возможности для этого. Иногда повторное обращение уже невозможно. Оно связано, наверное, с техническими возможностями учреждений, да, то есть постоянное хранение или постоянное выставление не стоит сегодня такой задачей. И поэтому вот важнейшая задача сегодня, как архивного и научного, в том прежде всего исторического сообщества, это вот предусмотреть, когда же интернет-архивы или архивные источники в интернете станут действительно историческими источниками. То есть эта проблема сегодня существует, ее надо совместными усилиями решать.
И следующий сюжет, на котором я хотела бы сегодня остановиться, это немножко уже исследовательский подход. Да? Уже сегодня много было заявлено докладов, выступлений о личных архивах, о мемориальных архивах. То есть это очень важно. Это востребовано обществом, это востребовано и историческими исследованиями востребовано. Конечно, нельзя сказать, что прямо актуально стало на сегодняшний день, только сегодня. Вот из опыта нашего сотрудничества с архивами могу утверждать, что еще Арсений Васильевич Изоркин, в основном пользуясь фондами архива современной истории, тогда еще партийного архива, подготовил ряд документов о выдающихся деятелей истории и культуры Чувашской Республики. Правда, это очерковый характер носило, но они до сих пор не утратили свою историческую значимость. И сегодня тоже мы стараемся использовать эти фонды и такие документы. Здесь, конечно же, даже могу на личный опыт сослаться. Прежде всего, это документы, позволяющие понять мировоззрение проживающего в то время населения, и отдельных сословий, отдельных людей. И вот при подготовке монографии «Крестьянство Чувашии. Послевоенные годы» мне очень помогли архивные документы, как раз вот архива современной истории, когда пришлось освещать социальную деятельность крестьянства. То есть такие документы, они очень оригинальные, они позволяют действительно показать или хотя бы предположить, какими мыслями, какими устремлениями жило крестьянство в это время. Большое спасибо, конечно, что такие документы сейчас мы можем получить. Многие, конечно, из них личного характера, но обычно методика исследования позволяет их использовать. И, конечно же, сегодня я не могу сказать о сотрудничестве Чувашского государственного института гуманитарных наук и архива современной истории Чувашской Республики. В принципе, я могу сегодня сказать, что такое сотрудничество началось уже с самых первых дней, когда образовалось и наше учреждение, когда образовался тогда еще партийный архив. Первоначально он назывался вообще «Единый партийный архив». Уже в 1933 году в решениях отдела истории института было написано, что архивы обладают уникальными и большими массивами документов, которыми мы должны пользоваться. Более активная работа, сотрудничество началось, конечно же, после военные годы, когда и уже архив сформировался, комплектован был кадрами, и также комплектация кадрами в институте произошла. Но хочу отметить, что эти сборники документов, они остаются до сих пор уникальными. Переиздание их не произошло, и они востребованы и сегодня. И когда мы начали уже готовиться к юбилейным мероприятиям, институт подготовил трехтомное издание «Национально-государственное строительство Чувашской Республики». Руководителем проекта выступил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Клементьев Владимир Николаевич. Мы, конечно же, воспользовались всеми возможностями, в том числе архива современной истории. Но вот здесь мы получили такой опыт, что те документальные сборники, которые были изданы ранее, они до сих пор еще востребованы, потому что многие документы в каком-либо письменном варианте мы нашли только там. И еще я хочу сказать, что вот мне посчастливилось, видимо, все-таки стать составителем уникального сборника, посвященного столетию автономии, который, в общем-то, инициатором подготовки выступил Государственный исторический архив. Но достаточно большое количество документов архива современной истории вошло в этот сборник. И часть материалов мы использовали не как уникальные документы, а как иллюстрации к тем документам, которые мы приводим. И вот тут мы опять столкнулись, и я еще раз хочу вернуться к предложению Бориса Моисеевича, когда он сказал, что
что сегодня недостаточно проводится источниковедческая, и я еще и скажу, даже историографическая работа, какие же достижения произошли, в том числе и в исторической науке, какие методики устарели, какие необходимо сегодня уже применять. Простые примеры. Документы 90-х годов, да? Бланк одной организации, а текст уже другой организации. То есть это первые документы 1991-1992 годов, их не так много. И даже вот у нас, конечно, есть опыт, исследовательский опыт издания сборников документов. Мы в принципе, немножко засомневались, как вообще их подавать. Но пока я встретила вот такой двойственный, даже архив, когда сделала свою выставочную выставку, тоже двояко использует название этих документов. То есть проблема существует, их надо решать, и я думаю, прежде всего, взаимное сотрудничество, которое, в общем-то, субъективное прежде всего, да, это уважение к труду друг друга, это желание помочь друг другу, это желание дать консультации, если есть возможность, или ты имеешь возможность и опыт для этого, получить эту консультацию, она очень важна. И также объективные причины, да, то, что мы находимся в одном регионе, мы достаточно близко друг друга, мы часто общаемся на конференциях, на различных форумах, на различных мероприятиях, и перед нами стоят одинаковые задачи, я думаю, позволят нам и в дальнейшем решать эти вопросы и как бы расширить наше сотрудничество, и издавать надо начать документы уже на новом уровне. Но ранее практика была такая достаточно простая, когда мы готовили сборник документов. Это значит один исследователь из Государственного архива современной, тогда еще партийного архива, один исследователь из исторического архива и один, значит, исследователь из института. Вот такой совместный проект, и они, в общем-то, позволили подготовить ряд хороших сборников документов. Я думаю, это тоже сегодня возможно. Было бы желание участвовать во всем этом. Я думаю, желание у нас у всех есть. И в заключение я хочу подарить 2 книги. Архивисты сегодня ведут такую многогранную работу. Это указатель рукописного фонда Василия Дмитриевича Дмитриева, который мы в институте издали. Там достаточно много документов, характеризующих современную и новейшую историю. Я думаю, при консультации, при различных подготовках, выставкам оно вам понадобится. И, конечно же, свою монографию, которая издана была небольшим тиражом, но которых я с удовольствием использовала, документы архива современной истории. Спасибо огромное. И еще раз всех поздравляю с таким праздником и желаю вам дальнейших творческих успехов, выполнения всех задач, которые стоят перед вами. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Григорьевна. Так, следующее слово предоставляется Софиуллиной Лиане и Рекламовне, заведующей сектором, заместитель главного редактора журнала «Эхо веков» Государственного архива Республики Татарстан. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поздравить вас с знаменательной этой датой, пожелать вам успехов и дальнейшей плодотворной работы. И в рамках данной конференции разрешите представить вашему вниманию свое выступление о роли журнала «Гасырлар авазы Эхо веков» в сохранении и популяризации исторического наследия. Издание научно-документального журнала «Эхо веков» – важнейшая составляющая научно-публикаторской деятельности архивистов Татарстана. Авторы, архивисты и сотрудники издания из номера в номер предоставляют на его страницах документальное богатство архивов. Особенность журнала в том, что он позволяет читателю взглянуть на события прошлого не только глазами исследователя, подготовившего публикацию, но и прочитать сам первоисточник, в котором описаны эти события, так как любой документ является памятником эпохи. В этом году журнал отмечает 25-летие со дня выхода первого номера.
Журнал был основан в 1995 году под руководством Дамира Рауфовича Шарафутдинова. Дамир Рауфович Шарафутдинов – доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, почетный архивист Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской Федерации. Большую часть своей жизни он посвятил архивной службе Республики Татарстан. Вплоть до конца своей жизни являлся главным редактором журнала. Он привлекал к сотрудничеству исследователей из ближнего и дальнего зарубежья. Являясь автором многих научных публикаций, Дамир Рауфович внес большой вклад в развитие архивного дела и популяризацию документального наследия. Высоко поднятую Дамиром Рауфовичем Шарафутдиновым научную планку стараются уверенно держать сегодняшние его коллеги и ученики. Содержание журнала «Гасырлар авазы эхо веков» представляют его постоянные рубрики: «Из глубины столетий», «20-е истории», «Время в судьбах и документах», «Мнения, суждения, версии», «Свидетельства, мемуары», «Наш календарь», «У наших соседей» и другие. Каждый из них охватывает свое историческое пространство и время, свои виды представленных и анализируемых источников, свои формы подачи материалов. И несмотря на обилие рубрик, журнал воспринимается как единое целое. Так, например, рубрика «Из глубины столетий» обращена к событиям и документам древней и средневековой истории. По этим периодам исторические письменные свидетельства сохранились в виде сочинений арабских и персидских авторов, западноевропейских путешественников, древнерусских летописцев. Работа с данными и видами источников требует кропотливой аналитической работы и предшествующей введению их в научный оборот. История революционных лет и советского периода широко представлена в рубрике «20 век. Страницы истории». Это публикации о работе органов власти и общественных организаций, о состоянии науки и культуре. В журнале с первых его номеров публикуются материалы по истории становления и развития Республики Татарстан. Нынешний год знаменательный для Республики Татарстан. В этом году отмечается 100-летие со дня образования Татарской АССР. И журнал из номера в номер продолжает знакомить читателей с вековой историей республики. Необходимо отметить, что журнал посвящен истории не только Татарстана и татарского народа. Публикуемые здесь статьи рассматривают широкий круг вопросов по истории и культуре народов Поволжья и Приуралья. Редакция тесно сотрудничает с исследователями и архивистами Чувашской республики. Среди постоянных авторов нашего журнала, а также членов редакционной коллегии, историк-архивист, кандидат исторических наук Федор Николаевич Козлов. На страницах журнала опубликованы его научные исследования по истории православной церкви, атеистической составляющей национальных культур в 1920-30-х годах, внутрицерковной жизни и церковно-государственных взаимоотношениях, а также биографические исследования деятелей православия. Об идеях культурно-национальной автономии на Первом Всероссийском Чувашском военном съезде рассказывает статья Сергея Владимировича Щербакова в рубрике «20 век. Страницы истории». Одной из самых персонифицированных рубрик издания является рубрика «Время в судьбах и документах». В ней публикуются материалы о жизни и деятельности известных общественных, религиозных и культурных деятелей. В одном из номеров журнала в данной рубрике вышла вслед статья нашей коллеги, кандидата исторических наук Людмилы Олеговны Кузнецовой, посвященная выдающемуся чувашскому деятелю культуры и просвещения Ивану Яковлевичу Яковлеву. В статье представлены интересные документы из фондов Государственного архива Республики Татарстан. Это ходатайство попечителя Казанского учебного округа Шестакова о принятии Ивана Яковлева в Казанский императорский университет от 29 июля 1870 года и докладная записка инспектора Симбирской Чувашской учительской школы Яковлева попечителю Казанского учебного округа о предоставлении ему отпуска для поездки в Австрию и Швейцарию, датированной 8 мая 1906 годом. Кроме Симбирской Чувашской школы, основанной в 1868 году педагогом-просветителем Яковлевым, подготовка кадров чувашской интеллигенции велась и в дореволюционной Казани. Будущие учителя получали образование в Казанской учительской семинарии и в Казанской земской женской школе. Данная тема нашла отражение в статье кандидата исторических наук Геннадия Александрова.
Начиная с первого номера, журнал на своих страницах освещает тему Великой Отечественной войны. Богатая источниковая база архивов рассматривает данную тему со всех сторон. Это публикации о героях Советского Союза, о тружениках тыла и работе промышленных предприятий, о женщинах-ветеранах Великой Отечественной войны, о блокадном Ленинграде и его связи с Казанью, о работе медицинских работников во время войны, о строительстве оборонительных сооружений, о детях военных пары, о развитии культуры в период войны, а также публикации отрывков из фронтовых дневников и писем с фронта. К юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне приурочены специальные тематические выпуски и рубрики. В годы Великой Отечественной войны на территории Чувашской ССР прошли линии двух оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. Публикации наших коллег, специалистов Государственного исторического архива Чувашской Республики Татьяны Анатольевны Соловьевой и Марины Михайловны Алексеевой, строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода Чувашской ССР, на основе широкого круга документов показан ход и строительство сооружений, а также процессы мобилизации населения, обеспеченность их орудиями и условиями труда, снабжение строительными материалами и продовольствием, настроение работников и поведение в экстренных ситуациях. В статье аспиранта Чувашского государственного университета Натальи Юрьевны Толстовой охарактеризованы основные нормативно-правовые акты правительства Чувашской ССР по вопросам трудоустройства населения, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны на территорию республики. А также в статье показаны тяжелые условия, в которых в годы войны пришлось трудиться эвакуированным. Об эвакуированных детях в Чувашию в годы Великой Отечественной войны рассказывает статья Натальи Андреевой и Ольги Игнатьевой. К чужим, как к своим. Так можно охарактеризовать чувства жителей Чувашии, принявших во время войны около 18 тысяч ребят, эвакуированных из оккупированных и прифронтовых районов страны. Русские, украинские, белорусские, латышские, литовские, еврейские и многие другие дети в самые страшные для себя годы нашли приют в маленькой национальной республике. Журнал «Гасырлар осуществляет связь между широкой аудиторией и архивными фондами. Публикация первоисточников является важнейшей составляющей в сохранении и популяризации исторического наследия. Публикации журнала сопровождаются большим иллюстративным материалом, так как такой вид источников всегда привлекает внимание читателей. Пожелтевшие от времени фотографии и документы, солдатские письма-треугольники, старые газеты, афиши, плакаты и другие виды документов являются оригинальными и при этом достаточно объективными свидетельствами прошлого. Публикуя документы и научные исследования, основанные на архивных документах, журнал не только расширяет знания о далеком и недавнем прошлом. Существенным достижением журнала является то, что, вводя в научный оборот новые и ранее неизвестные документы, он создает новое пространство и стимулирует новые исследования. Вопросы, рассматриваемые на страницах журнала, часто выходят за рамки истории региона и сливаются с общероссийской и мировой историей и культурой. Уважаемые коллеги, разрешите еще раз поздравить вас с этой знаменательной датой. Мы всегда рады сотрудничеству с нашими авторами и коллегами из Чувашской Республики, а также из других регионов Российской Федерации. И мы будем рады опубликовать на страницах нашего журнала ваши новые научные исследования. Спасибо за внимание. Мы постараемся что-нибудь направить для публикации в журнале. Так, следующий у нас Биктагирова Гульнара Ринатовна, главный архивист сектора читального зала Государственного архива Республики Татарстан. Так, приготовиться Кузнецова Людмиле Олеговне. Добрый день. Тема моего доклада – пути привлечения пользователей в читальные залы ГБУ Государственный архив Республики Татарстан. Читальные залы государственного бюджетного учреждения Государственный архив Республики Татарстан – это та структурная часть архива, с которой неизбежно имеет дело любой обращающийся в архив пользователь. Любой пользователь может посещать читальные залы архива, изучать дела, документы, справочно-поисковые средства к ним на безвозмездной основе. На 1 января 2020 года в Государственном архиве Республики Татарстан числится 13 461 фондов.
которых хранится 3 879 330 единиц хранения. Среди них 21 уникальных документов, которые внесены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и Республики Татарстан. Пользователи могут заниматься в читальном зале с документами, охватывающими в основном период с середины XVIII века до настоящего времени. Есть отдельные рукописи 16-17 веков. Самый ранний документ – это арабская рукопись 12 начала 13 веков на пергаменте. Это список известной книги Сибавайхи, знаменитого восточного ученого, лингвиста, жившего в VII веке в Басре, современной территории Ирака. По содержанию это учебник арабской грамматики, снабженный большим количеством цитат из арабской поэзии и Корана. Рукопись представляет интерес не только своим происхождением, почерком и материалом письма, но и как старейшая арабская рукопись в Казани. Наши постоянные пользователи – это преподаватели вузов, доктора, кандидаты наук, аспиранты, студенты, а также учителя, научные сотрудники музеев, краеведы, журналистники, генеалогических ассоциаций, специалисты разных отраслей. Многие из них жители не только Казани, Республики Татарстан, ближайших регионов, но и со всех уголков России: США, Израиль, Польша, Англии, Германии, Литвы, Белоруссии, Казахстана и другие. Тематика их исследований разнообразна. История населенных мест, история создания учреждений, предприятий республики, история церквей, мечетей, история экономическое, национальное, культурное развитие Казани, Казанской губернии 18-начала 20 веков, а также Татарии и Республики Татарстан в 20-21 веке. Среди пользователей заметно повысилась востребованность получения проектной документации, карт, планов населенных мест, проектов постройки и ремонта различных объектов. Пользователей интересовали и такие темы. К примеру, культурная история студенческих кружков и их социальные действия, лексические особенности казахского и татарского языков на материалах газет 20 век, социальные конструкции пространства, антропологические исследования урбанистических практик города Казани, взаимодействие кочевых народов и трансграничных и пограничных зонах и обучение и строения XIX век. Трансформация региональных элит территории Беларуси в XIX – начале XX веков. Управление общества культуры в Казанской губернии в XVIII-XIX веках. Антропологические исследования городской среды, соцгород в Казани 1930-2000 года. За последний период больше всего пользователей привлекают документы, связанные с генеалогическими изысканиями, такие как православные и магометанские метрические книги, религиозные сказки, исповедные духовные росписи, подворные карточки и переписные и другие. Архив располагает 2 читальными залами с достаточно комфортными условиями для работы пользователей. Читальные залы оснащены современными компьютерами, 48 посадочных мест, 25 компьютеров. Пользователям предоставлена возможность самостоятельно знакомиться с научно-справочным аппаратом архива, описями, путеводителями, справочниками, а также изучать документы как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Документы в электронном виде пользователи изучать пока только в читальном зале. В режиме удаленного доступа через портал госуслуг пользователи могут изучать в ближайшем будущем. В архив открыт доступ к сайту президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, который также привлекает пользователей к работе в архиве. По привлечению пользователей архив ведет большую работу, в которой вовлечены все структуры подразделения архива, начиная от отдела комплектования документов, который формирует архивный фонд Республики Татарстан, до отдела выставочной и публикаторской деятельности по исполнению генеалогических запросов и журнала «Гасырлар Абазы. Эхо веков», который широко популяризирует архивные документы Государственного архива Республики Татарстан. Государственным архивом Республики Татарстан были организованы серии СМИ открытых дверей сотрудниками министерств и ведомств. На встречах проводились экскурсии по архивохранилищам, демонстрации архивных документов на выставках.
Цель встреч – изменить отношение к архивам и показать аудитории, как можно использовать архивный документ в качестве источников информации. Например, восстановление своей родословной. Ежегодно Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу проводится республиканский конкурс генеалогических исследований на тему «Моя родословная». Участниками конкурса были все желающие, начиная со школьников. В конкурсе активно принимали участие семьи из многих районов нашей республики. Для своих работ участники конкурса использовали архивные документы, открывая новые страницы истории своей семьи, своего рода. Социальная сеть Инстаграм, ВКонтакте также служат эффективной платформой по популяризации архивных документов и помогает в привлечении новых пользователей в архив. Проведение архивных выставок документов к юбилейным датам, столетию СССР, к Дню Победы, Дню города также вызывает интерес к архивным документам. На каналах телекомпании «Эфир», ТНВ, ГТРК «Россия, Татарстан» и других часто можно увидеть сюжеты, рассказывающие об архивных документах. Интерес представляет проект «Юный архивист», во время которого юные архивисты выполняют исследовательские проекты, изучают азы архивного дела. Одно из новых направлений, действующих в рамках пилотного проекта и организованных сотрудниками архива, было проведение квеста «Ночь в архиве». Участниками квеста стали все желающие граждане. Для наших гостей были проведены викторины, практические работы по реставрации документов, экскурсии по архивохранилищам. В связи с активной политикой патриотического воспитания молодежи последние 3 года заметно увеличилось привлечение студентов колледжей и учеников старших классов школ города к исследовательской работе в читальных залах архива. Работали студенты по выявлению документов по истории татарских сел и о повседневной жизни республики в годы Великой Отечественной войны и других тем. Ежегодно в архиве также проходит архивную практику студентов 2-3 курсов Казанского федерального университета Института международных отношений, овладевая профессиональными навыками, знакомясь с основным видом архивных работ и используя фонды архива в написании рефератов, дипломных работ. В последующем эти студенты становятся нашими постоянными пользователями и продолжают работу в архиве. Таким образом, благодаря слаженной работе всех отделов Государственного архива Республики Татарстан, привлечение пользователей к работе в читальных залах возрастает. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, Людмила Олеговна, вам слово. Так, Кузнецова Людмила Олеговна, начальник отдела по исполнению тематических запросов, кандидат исторических наук. Так, Государственный архив Республики Татарстан. Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность принять участие в этой научно-практической конференции. Тема моего выступления связана с историей Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война всех советских людей. В этом году исполнилось 75 лет с момента окончания одной из самых кровопролитных войн в современности. И наш профессиональный и просто человеческий долг – нести людям правду о том нелегком времени, о ратных трудовых подвигах наших современников, соотечественников. Именно на это там отложился комплекс документов, рассказывающих о вкладе города Главкома КПБ, имеет сведения о том, что в начале июля 1941 года начали прибывать эвакуированные предприятия. В докладной записке Татарского КПБ в Центральный комитет КПБ от 11 декабря 1941 года сообщалось, что планировалось разместить в столице нашей республики в городе Казани более 70 предприятий. В промышленности города произошли серьезные изменения. Существовавшие ранее предприятия обороны промышленности значительно увеличились, как вследствие увеличения производственных зданий, так и в результате объединения с родственными заводами, эвакуированными из других городов. В общей сложности к нам было эвакуировано более 70 предприятий, большинство из которых было дислоцировано в городе Казани. Увеличивалось количество занятых, работающих по различным отраслям. Только по одной самолетостроительной группе увеличилось количество занятых с 25 тысяч до 49 тысяч человек. Представляете, какие объемы.
Во время эвакуации в Казань прибыло много различных предприятий, в результате чего в городе образовались совершенно новые отрасли оборонной промышленности. Например, такие как приборное, производство вооружений и боеприпасов, различные научно-исследовательские учреждения разместили в городе Казани, в том числе включая Академию наук СССР, с большим количеством работ оборонного значения. Целый ряд предприятий из числа находившихся в нашем городе, а также из числа эвакуированных, не относившихся к наркомату оборонной промышленности, переключились либо целиком, либо частично на выполнение оборонных заказов. Такими предприятиями были, например, завод искусственных кож, который, как ни странно, изготавливал взрыватели, опытный завод бумажного литья, изготавливавший по способу литья подвесные бензобаки, десантные бензобаки, бомбы, зажигательные и осветительные. Завод автогаражного оборудования, который изготавливал бронебойные авиационные снаряды. В результате всех этих изменений роль и значение оборонной промышленности города росло, и по сравнению с довоенным периодом составило 181 тысячу человек, а до войны работало 33 тысячи человек, то есть более чем в 2 раза. В архивном фонде Казанского авиационного завода номер 124 имеется средняя эвакуация в сентябре-октябре 1941 года в связи с очень сложной обстановкой на фронте Московского завода номер 22 имени Горбунова с конструкторским бюро Петрякова на его территории. В ноябре 1941 года уже на площади завода 123 было организовано 2 самолета-строительных завода. 124 по производству тяжелых бомбардировщиков ТБ-7 и номер 22 по производству пикирующих бомбардировщиков Т-2. Затем эти 2 завода по решению Государственного комитета обороны от декабря 1941 года были объединены в единый завод номер 22 по производству Т-2. Производство самолетов ТБ-7 было законсервировано. Всего же за год Великой Отечественной войны 22-й завод отправил в летные части более 10 тысяч самолетов Т-2. Сохранились многочисленные свидетельства трудового подвига казанцев, в частности, в архивном фонде Казанского завода номер 387. Имеется доклад о производственно-хозяйственной деятельности этого завода за 1944 год, который свидетельствует о том, что наряду с основным производством на этапе сборки, боеготовности, отправки каких-то составляющих комплектующих для самолета П-2 производился выпуск авиалыж. Производство составило в 1943 году более 3000, в 1944 году 3600 штук, санитарно-грузовых кассет, кассет вооружений, бомбодержателей, школьных установок, бомбовых прицелов, запчастей россыпью. В 1944 году заводом было освоено производство санитарно-грузовых кассет, которые давали возможность использования самолета как в грузовом, так и в санитарном варианте. И уже начиная со 2-го квартала 1944 года было выпущено 346 комплектов санитарных грузовых кассет. Кроме того, в этом же 1944 году заводом 387 была проведена модернизация самолета П-2, который выразилась в оборудовании машины увеличенным фюзеляжным бензобаком на 200 литров. Большое количество задействованных на производстве вообще ввелось увеличение числа задействованных на производстве во многом за счет привлечения труда подростков, которые работали на сокращенном рабочем дне. В архивном фонде завода номер 16 имеются докладные записки директора завода, вышестоящие органы, которые свидетельствуют о уникальных разработках казанцев. В частности, велась работа впервые в Советском Союзе по созданию реактивного двигателя РД-1. В 1943 году на базе завода номер 16 была закончена монтажом первой в Советском Союзе установка для испытания авиамоторов с рекуперацией энергии в электроэнергию. Работа была представлена в соискании Сталинской премии. На протяжении всей деятельности завода коллектив завода неоднократно поощрялся. Вообще в фондах Государственного архива Республики Татарстан сохранились совместные постановления Совнаркома СССР и Татаркома партии, которые свидетельствовали о награждении наших предприятий в годы Великой Отечественной войны. В частности, одним из таких постановлений было постановление номер 364, датированное 9 августа 1943 года, на основании которого уже упоминавшийся завод номер 387 по авиационной промышленности был присвоен переходящий красное знамя Совнаркома СССР, обком ВКПБ, и меховой комбинат также награждался этим переходящим красным знаменем.
В архивном фонде Президиума Верховного Совета СССР сохранились протоколы вручения орденов и медалей СССР членам Президиума Верховного Совета СССР, председателем Президиума Верховного Совета СССР Димухаметовым. Также комбинат год доказаний был награжден орденом Ленина, центральный линией номер 45 орденом Трудового знамени, Баба Кинопленкина орден Трудового Красного Знамени, завод авиационной промышленности дальнейшем КМПО орденом Ленина. Я хочу сказать о том, что архивные документы требованы и актуальны в периоды Великой Отечественной войны. Во многом архивным документам, хранящимся ныне в фондах Государственного архива Республики Татарстан, удалось обеспечить провести документационное обеспечение, награждение года, присвоение года, доказание высокого звания, год трудовой доблести. Большое внимание, спасибо. Большое спасибо за внимание. Наши коллеги из Ульяновска. Слово предоставляем Ильязовой Ренате Витальевне, главный архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. От себя поздравить вас с юбилеем, желать плодотворной работы. Пусть у вас будут отличные проекты, хорошие результаты и положительный, добросовестный отклик от вашей аудитории, от пользователей архивной информации. Сегодня я хочу рассказать о новом проекте, который начал работу в этом году. Дело в том, что указом президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года Ульяновску наряду с другими 20 городами России было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Данное обстоятельство послужило катализатором для развития сотрудничества архивных учреждений области с образовательными организациями региона и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в деле углубления знаний населения региона по истории Ульяновской области, эпохи Великой Отечественной войны, а также популяризации историко-документального наследия Ульяновской области и актуализации интереса наследия к истории родного края. С 2008 года, следующий слайд, пожалуйста, силами Государственного архива новейшей истории Ульяновской области в регионе успешно реализуется образовательная программа «Наследие». В рамках данной программы учащиеся общеобразовательных учреждений Ульяновска имеют возможность посещать архив на регулярной основе, знакомиться с документами на занятиях с архивистами, подробнее узнавать о различных периодах истории родного края. Подобная просветительская деятельность позволяет архивистам расширить круг пользователей архивной информации, а также углубить и информационно насытить региональный компонент школьных уроков истории и краеведения. В процессе подготовки документов для присвоения Ульяновску почетного звания «Город трудовой доблести» архивистами, работниками музеев и библиотек были выявлены новые, неизвестные широкой публике факты, новые документы, свидетельствующие о трудовом героизме ульяновцев и эвакуированного в Ульяновск населения в годы Великой Отечественной войны. Данное обстоятельство продемонстрировало острую необходимость совершенствования школьных уроков, которые проводили архивисты, разработки новых занятий, которые тематически связаны именно с вопросом трудовой доблести ульяновцев. Следующий слайд. С 1 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области стартовал проект «Уроки исторической памяти». Он направлен как раз на повышение уровня знаний школьников об Ульяновске, как о городе трудовой доблести и развитии чувства гордости за родной город. Данный образовательный проект стал межотраслевым, и его реализация была возложена на подведомственные учреждения Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, в том числе архивные учреждения, а также учреждения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Следующий слайд.
Проект, рассчитанный на 2,5 учебных года, завершится в 2023 году региональным конкурсом исследовательских работ от 75-летнего юбилея Победы к 80-летнему юбилею Ульяновской области. Реализация проекта включает в себя проведение во всех школах региона ежемесячно в течение учебного года единой даты уроков согласно графику. В материалах уроков используются различные методические разработки, представленные двумя государственными архивами Ульяновской области. Это Государственный архив новейшей истории Ульяновской области и Государственный архив Ульяновской области. Коллективом Государственного архива новейшей истории Ульяновской области на первом этапе реализации проекта были разработаны и созданы 5 тематических видеоуроков. Следующий слайд. Первая тема – это вклад Ульяновского патронного завода имени Володарского в дело Победы. Дело в том, что именно рабочие этого завода внесли значительный вклад в дело Победы над врагом. За образцовое выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Коллектив володарцев дал фронту более 5 миллиардов штук боевых патронов к стрелковому орудию, в том числе 2 миллиарда штук патронов калибра 7,62 мм для винтовок и многое другое. За годы войны было выпущено 107 миллионов штук 14-миллиметровых патронов для танковых оружий системы Дегтярева и Симонова. Эти патроны выпускал только патронный завод имени Володарского. Второй урок – это пункт прибытия. Общеизвестно, что в годы Великой Отечественной войны Ульяновск стал одним из крупнейших центров эвакуации населения, промышленных предприятий, государственных органов и учреждений. Именно благодаря эвакуации Ульяновск из рядового провинциального города превратился в крупный промышленный, медицинский, культурный и образовательный центр. В город прибыли 15 промышленных предприятий из Москвы, Витебска, Харькова, Ахтырки, Ленинграда и других городов. Более 20 организаций и учреждений, включая Наркомат военно-морского флота СССР, Наркомат речного флота СССР, штаб Волжской военной флотилии, а также отделы Наркомата обороны СССР, Института автоматики и телемеханики Академии наук СССР и многие другие. Для размещения только одних промышленных предприятий было выделено около 200 тысяч квадратных метров производственных и культурно-бытовых площадей. Третий урок с темой «Детство, опаленное войной» рассказывает о жизни детей в условиях военного времени, особенности обучения, детской трудовой мобилизации на сельскохозяйственные работы, привлечение труда детей и молодежи на промышленных предприятиях, а также заботе о здоровье детей, размещении эвакуированных детей из Ленинграда в Ульяновск, о борьбе с беспризорностью и многом другом. Четвертый урок под названием «Сотни тысяч спасенных жизней» рассказывает о вкладе ульяновских медицинских работников в дело Победы. В годы войны в Ульяновске работало 14 госпиталей. Раненые стали прибывать в город уже 18 июля 1941 года. Всего же за годы войны в 26 госпиталях Ульяновской области было вылечено более 130 тысяч бойцов и офицеров. Горожане привлекались к стирке, ремонту постельного белья, обмундированию фронтовиков. Из-за нехватки медицинского персонала ульяновцы, в том числе дети, всячески помогали, несли дежурство в госпиталях, заводы и заводские коллективы несли шефство над госпиталями и всячески способствовали именно развитию медицинского потенциала города и региона в целом. Разумеется, данное обстоятельство не могло не оставить след в документальном наследии региона, и поэтому именно этой теме посвящено отдельное занятие. И пятый урок
с названием «Ульяновск родине» рассказывает о том, как Ульяновск, как и многие другие города Советского Союза, оказывал помощь фронту. За годы войны тем же, например, коллективом завода имени Володарского было собрано и послано в действующую армию 15 тысяч штук теплых вещей. Выстирано и восстановлено более 55 тысяч вещей, включая фронтовое обмундирование раненых солдат. Отправлено более 10 тысяч посылок с продовольствием и подарками. Из урока учащиеся также узнают о ходе сбора средств на построение танковых колонн, самолетов, действии лотерей, покупки займов и многом другом. Особое внимание в рамках урока уделяется участию ульяновских комсомольцев в восстановлении разрушенных городов. Это Сталинград, Мозырь, Курск, Тула. Что хотел еще сказать. В основе разработки данных уроков лежат не только сведения, которые создатели могли почерпнуть из различных материалов региональной историографии, но и, разумеется, документы из фондов архива. Это делопроизводственные документы партийных структур города и районов области, а также заводских первичных партийных организаций и материалы периодической печати. Это газеты «Пролетарский путь», «Ульяновская правда». Выбранный сотрудниками архива формат видеоуроков несколько отличается от привычных занятий, которые отдел использования и публикации документов архива проводит уже долгие годы, даже с учетом применения электронных презентаций. Главное отличие видеоурока от привычной презентации заключается в наличии озвучивания того электронного материала, который содержит в себе урок. И мы сейчас с вами, переключив слайд, можем попробовать прослушать фрагмент такого урока, буквально несколько секунд. Получится у нас? Угу. Не слышу, есть у вас звук или нет? Ничего не слышу. Маякните, пожалуйста, коллеги, если у вас звук, может быть, в чате. Маякните, пожалуйста, коллеги, если у вас... Нет звука, не слышим мы. Это, видимо, какие-то технические неполадки, но, видимо, придется поверить мне на слово. Озвучка материала там есть. Видео представляет собой конечный информационный продукт, не требующий основного рассказа со стороны учителя. Сопутствующий представленным электронным образом документов. Рассказ создан и записан архивистами, то есть людьми, которые по определению обладают навыками работы с архивными документами и историческими источниками, способными адекватно трактовать смысл документа в соответствии с его содержанием. Мы считаем, что данное обстоятельство позволяет все-таки избежать некоторой некорректной передачи исходного материала. И, кроме того, именно наличие озвученного рассказа темы позволяет педагогу, ну, так скажем, экономить время, необходимое для подготовки к проведению занятий по видеоурокам архива. В зависимости от темы учитель или воспитатель имеет возможность подготовить различные какие-то дополнительные уточняющие, углубляющие рассказ, основной информации, которая уже представлена. Следующий слайд. По нашему мнению, также основное преимущество именно такого формата уроков заключается в том, что это позволяет расширить географию распространения тематических уроков, не ограничиваясь лишь городскими школами, как было, например, до этого. Ежегодно архивистами осуществляются выезды архивистов в районы Ульяновской области в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и счастливую семью» с целью проведения просветительско-патриотической работы среди жителей сельских районов области. Но, тем не менее, по объективным причинам, именно учащиеся районов Ульяновской области в меньшей степени имеют возможность часто посещать архив и самостоятельно знакомиться с архивными документами, а также получать
получать профессиональную оценку их содержания. Поэтому именно видеоформат школьных уроков, работанных архивистами, мы считаем крайне востребованным и среди преподавателей истории сельских общеобразовательных школ. Кроме того, в сложных условиях современности, когда весь мир вынужден принимать меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, именно подобный информационный продукт позволяет как архивистам, так и педагогам продолжать осуществлять собственную деятельность, не прерывая ни производственный процесс в архиве, ни образовательный процесс в школах. У меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Рената Витальевна. Так, продолжают наши коллеги же из Ульяновска. Слово Журавлевой Ирине Геннадьевне, начальник отдела организационно-методической работы Государственного архива Ульяновской области. Добрый день. Слышно меня? Спасибо за приглашение на конференцию. И тема моего доклада – онлайн-проекта Государственного архива Ульяновской области в условиях современности. Презентацию можно? На сегодняшний день Государственный архив Ульяновской области является ведущим учреждением архивной отрасли Ульяновской области, как по объему хранящихся документов, более 1 150 000 архивных документов разместилось в современных архивохранилищах, так и по количеству оказываемых государственных и информационных услуг. С 2017 года Государственный архив располагается в новом приспособленном здании, в котором есть и комфортабельные кабинеты сотрудников, и просторное архивохранилище, и выставочные, и читальные залы. В настоящее время деятельность Государственного архива по использованию документов строится на принципах открытости, доступности и направлена на обеспечение различных категорий пользователей ретроспективной информацией и предоставление свободного доступа к архивным документам. Государственный архив производит перевод в электронный вид описей особо ценных дел, содержащих актуальную генеалогическую, историко-краеведческую информацию. На сайте архива открыт доступ пользователям к базам данных и к описям дореволюционных периодов. Продолжается работа по размещению наиболее востребованных описей советского периода, прошедших усовершенствование и переработку. В настоящее время в архиве оцифровано 100% описей. Осуществляется оцифровка газет из фонда научно-справочной библиотеки, в том числе периода 1941-1945 годов. Все это значительно расширяет круг пользователей архивной информации, сокращает время на ее поиск, в том числе в режиме удаленного доступа. В целях популяризации исторических знаний, развития интереса у жителей к истории родного края, архив разрабатывает и размещает на своем сайте и в сети интернет электронные презентации, выставки, викторины, проводит акции, конкурсы. Сегодня, помимо традиционных форм работы, архив использует новые направления, позволяющие привлечь к историческому и документальному наследию широкие слои населения, в первую очередь молодежь. На сайте учреждения и на официальных страницах соцсетей Госархива, это Одноклассники, ВК, Фейсбук, YouTube, Инстаграм, размещаются онлайн-выставки, лекции, виртуальные аудиопрогулки, рубрики по архивным документам. Новая коронавирусная инфекция не оставила архивистов без работы, а наоборот, период весенней самоизоляции позволил еще более плодотворно потрудиться. За короткий срок сотрудниками Госархива было разработано 17 виртуальных проектов. Запущенная с марта 2020 года рубрика «Уникальные документы Государственного архива Ульяновской области» сразу же стала пользоваться большой популярностью у посетителей социальных сетей. На сегодняшний день количество просмотров составило около 10 000. В рубрике размещаются документы Госархива, которые входят в реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, а также Ульяновской области. Проект отмечен местными архивистами и коллегами из других регионов. Оставляют отзывы и комментарии. Вот один из них. Надо же, так интересно читать старые документы, отметил участник группы ВКонтакте из Белгорода.
Спасибо за предоставленную возможность удаленно ознакомиться с такими историческими ценностями. Какое же богатство вы храните! С 13 по 22 апреля реализован онлайн-проект «Улица Гончарова». Виртуальная экскурсия рассказывает о главной центральной улице Симбирско-Ульяновска с конца XVIII века до наших дней. Читатели через документы, чертежи, фотографии, портреты и рисунки узнали, как возникла улица, как она меняла свои названия, познакомились с наиболее интересными архитектурными достопримечательностями, памятниками, храмами, бульваром, выдающимися людьми, жившими и работавшими на улице Гончарова. Один из комментариев. Экскурсия улицы Гончарова имеет несомненный интерес и практическое значение. Горожане, так или иначе посещающие улицу, не задумываются, где они идут, что они перед собой видят. Архивный проект, раскрывающий историю домов или мест, на которых дома расположены, не только развивает эрудицию и познание о родном городе, не только дает информацию познавательного и поучительного характера, но, что видится особенно немаловажным, пробуждает интерес к городу в целом, способствует развитию патриотизма со всеми вытекающими следствиями. Прежде всего, бережное отношение к памятникам истории и культуры. Отметил краевед из Ульяновской области. С 14 апреля в течение 3 месяцев Госархив представлял онлайн-проект «Краеведческий калейдоскоп». Аудиопередачи посвящены знаменательным событиям, известным людям, достопримечательностям Симбирского Ульяновского края и выходил 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. С 15 апреля и по настоящее время запущена рубрика «О чем молчат документы». Каждую среду, пятницу в официальных группах архива читатели знакомятся с наиболее интересными по своему историческому содержанию архивными документами по истории становления и развития Симбирского Ульяновского края. Фотографии и документы, которые еще вчера были новостью, сегодня уже свидетельство свершившегося события. Проект, в котором документы выступают главными героями XVI-XXI веков, дает возможность рассмотреть подлинники, обычно скрытые в хранилищах. Древние столбцы, церковные книги, пергаментные грамоты, автографы выдающихся людей, чертежи, фотографии и так далее. Каждый документ сопровождается аннотированным очерком. С 20 по 22 апреля в рамках программы мероприятий, посвященной 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Госархив представил виртуальную выставку «Семья Ульяновых в Симбирске». Экспозиция состоит из текстовых, графических и фотографических документов. Основная часть виртуальной выставки посвящена периоду жизни Ульяновых в Симбирске с 1869 по 1887 годы. А можно другие слайды? Про Ленина. Дальше. Ага, вот это. Угу. Представлены метрические книги церквей Симбирска с записями о рождении детей семьи Ульяновых. Отражена деятельность Ульянова на постах инспектора и директора народных училищ Симбирской губернии. Ильи Николаевича имеется в виду. Также показаны материалы об учебе детей Ульяновых, имущественно-хозяйственные документы семьи и так далее. Следующий слайд. Демонстрируются документы пребывания Ленина во главе советского государства. Заключительная часть презентации посвящена увековечиванию Ленина и членов его семьи в Ульяновске. Следующий слайд. И следующий. Также 22 апреля на сайте учреждения и в официальных группах архива размещена онлайн-викторина «Ленинский зачет». Каждый пользователь может проверить знания о связях Ленина и членов семьи Ульяновых с Симбирским Ульяновским краем. Вопросы охватывают широкий спектр – даты, имена, адреса, исторические факты. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Государственный архив подготовил онлайн-проект «Героический путь к победе». С 27 апреля по 9 мая 2020 года 2 раза в неделю в официальных аккаунтах соцсетей размещались виртуальные выставки, в которых были представлены архивные документы,
фотографии, воспоминания участников Великой Отечественной войны из личных фондов Госархива. Впервые организована и проведена онлайн-лекция «Здесь напряженно бился пульс церковно-патриотической жизни всей нашей Родины» к 75-летию Победы о патриархе Сергии для подписчиков социальных сетей учреждений. Ежедневно с 1 по 9 мая в официальных аккаунтах соцсетей были запущены онлайн-рубрики «Достойной чести и любви», где представлялись фотоматериалы, биографические сведения о героях Советского Союза ульяновцев из личных фондов Госархива. И рубрика «Письма с фронта», в которой пользователи смогли ознакомиться с военными письмами из коллекции документов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. С 1 апреля по 15 мая проведен онлайн-конкурс исследовательских работ «Вклад моей семьи в Великую Победу», приуроченный к Году памяти и славы в Российской Федерации и к 75-летию Победы. В конкурсе приняли участие 100 школьников и членов их семей. По итогам проведенного конкурса организована выставка в фойе здания Госархива, а также онлайн-выставка размещена во всех официальных социальных сетях Госархива. Конкурс прошел не только у нас, но и во всех муниципальных архивах Ульяновской области. Принятые от граждан работы пополнят архивные коллекции периода Великой Отечественной войны. В рамках сотрудничества с Ульяновским государственным университетом Государственный архив Ульяновской области представил рубрику «Во имя Победы» в областной еженедельной онлайн-газете «Вестник», где и раньше размещались публикации по истории Симбирского Ульяновского края, о знаменитых земляках нашего региона, а также документы из личных, семейных фондов и коллекций Госархива. На портале Госархива «Солдаты Победы», посвященному подвигу народа в Великой Отечественной войне, создан новый раздел «Трудовая доблесть в военное время», в котором размещаются архивные документы, рассказывающие о работе промышленных предприятий, располагавшихся на территории города, и о людях, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в тылу. В дистанционном формате на платформе Zoom специалисты Госархива и муниципальных архивов приняли участие в работе многих онлайн-площадок. Круглого стола «Актуальные проблемы комплектования, описания учета и использования документов личного происхождения в государственных и муниципальных архивах», организованного в НИИДАДом, заседание научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа. Работа НМС прошла в режиме видеоконференции, рассмотрены наиболее актуальные вопросы организации архивного дела в регионах ПФО и в России в целом. Также в онлайн-режиме продолжил свою работу образовательный проект «Академия архивной службы». Госархивом организована встреча с Юмашевой Юлией Юрьевной, доктором исторических наук, экспертом Федерального архивного агентства. Состоялась лекция на тему «Технология баз данных. Вопросы теории и практики на примере просопографических баз данных». Впервые организованы и проведены онлайн-экскурсии по документальной выставке «Страницы истории Симбирского Ульяновского края». Планируется и дальнейшее проведение виртуальных экскурсий по действующим выставкам и разработка новых онлайн-проектов, приуроченных к памятным и знаменательным датам. Общий охват онлайн-проектов, представленных Государственным архивом Ульяновской области, составил более 20 тысяч пользователей интернет-ресурсами. Все проекты Госархива носят просветительский характер и способствуют популяризации исторического и культурного наследия нашего края. Также в Госархиве работают такие проекты, как архивное волонтерство, практика наставничества, школа молодого архивиста, корпоративная программа укрепления здоровья сотрудников и многие другие. Но это уже другая история. Становитесь нашими подписчиками, и обо всех онлайн-проектах вы узнаете первыми. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Я благодарю наших архивистов из Ульяновска, наших коллег, за то, что вы приняли участие в нашей научно-практической конференции. Спасибо большое. Так, ну и мы подведем итоги, наверное. На этом у нас наша научно-практическая конференция завершается.
Рекомендации межрегиональной научно-практической конференции «Социальная значимость архивов, исторический опыт, современное состояние и перспективы» будут размещены на сайте. В течение следующей недели мы ждем предложения к этим рекомендациям. Ну и благодарю всех за работу. Спасибо большое.